Это парковка, на которую свозят тотальные автомобили после ДТП. На терминах это спецстоянка. В каких-то из этих автомобилей люди выжили и сейчас занимаются бумажками со страховой, думают о новом автомобиле, а в каких-то из этих автомобилей жизнь остановилась навсегда. Жуткая картина. Но вид разбитого автомобиля на самом деле нас не удивляет. Все мы, как водители, периодически видим такие вещи на трассах и в городах. Иногда вдоль каких-нибудь особо опасных участков наших дорог или на постах ДПС при въезде в город такой разбитый автомобиль ставят на постамент с надписью «Галактика опасности». Не гони, а то такой же будешь. А еще где-то в России я видел такую большую бутылку из металла, в которой внутри лежали несколько разбитых автомобилей. Мол, не пей разбитые автомобили, вредно для здоровья. При этом, даже если вы не водитель, от вида разложенных автомобилей у вас вряд ли получится скрыться. Видосы с авариями на регистратор уже лет 10 одни из самых просматриваемых в Рунете. Перед сном вот такое зрелище. Посмотреть, как там кто-то насмерть разбивается, или пофантазировать, как бы ты героически разрулил бы эту ситуацию. В нужный момент бы заметил опасность, правильно бы использовал руль и педали. Да-да, очень нравится. Сам таким же занимаюсь. Порнуху также смотрим. Вот тут я бы на его месте вот так оп, а вот тут вот так оп. А вот задумайтесь на секунду, что происходит у вас в голове, когда вы встречаете разбитый в слюне автомобиль? Как вы реагируете внутри себя на громкий заголовок об аварии, ДТП на дороге, видос в интернете, да все. У меня, например, первичная реакция всегда примерно такого формата: ну, кто-то где-то когда-то разбился. Долбоебы. Или чем больше долбоебов, тем меньше долбоебов. Но когда ты попадаешь в место наподобие вот этого, мысли появляются немного другие. Тут ты понимаешь, что это не какой-то частный случай какого-то отдельно взятого человека, а конвейер, ужасный, как клипы Тимати конвейер. На месте вот этого автомобиля стояло множество других. И этот конкретный кусок железа здесь не навечно. Его скоро увезут куда-нибудь там, и его место займет другой. И водитель эвакуатора с абсолютно будничным выражением лица приезжает сюда, сгружает автомобиль, а через какое-то время едет за очередным клиентом. И когда ты находишься вот здесь, в голове у тебя уже другая мысль. Погодите, а ведь нет же людей, которые просыпаются утром во вторник и думают: какой чудесный день, разобьюсь-ка я сегодня насмерть по пути на работу. Кроме шуток. Намеренно никто не хочет попадать в ДТП, ни один психически здоровый человек. Кто-то сейчас может сказать: да ты посмотри, как все водят, ёптыть, одни самоубийцы и камикадзе на дорогах, как будто бы день открытых дверей в местной психбольнице. Да, возможно, кто-то и водит как дурак, но поверьте, даже такие люди не думают, что они попадут в ДТП. Они не думают, что могут разбиться. Точнее, они могут говорить, что да, я понимаю, что могу разбиться, ну и что мне теперь? Отказывать себе в удовольствии водить? Мне кирпич завтра на голову может упасть, и что мне теперь, с подъезда не выходить из-за этого? И хоть они и говорят подобным образом, но на самом деле, в глубине души, они не верят, что они могут разбиться. Они верят в другое. Они верят, что они справятся, среагируют, успеют вырулить. Ведь они же короли контроля над автомобилем. Они же знают, как ведет себя автомобиль за гранью ПДД, за гранью общественных норм и на пределе законов физики. И именно поэтому они смогут. Они думают, что этим они лучше, чем все остальные водители. Ведь остальные не знают, что такое входить в заносе в поворот на 120 км в час. А они знают и регулярно это практикуют на развязках в черте города. И поэтому они в безопасности. Вот как они думают. И как мы видим по этому месту, не всегда это работает. Возможно, человек в этом автомобиле думал, что у него все под контролем. Скорее всего, он так думал. Как и этот водитель полностью контролировал ситуацию. Как все водители на этой стоянке думали, что все в порядке. Буквально за пару секунд до столкновения они точно так думали. А ведь помимо ездецов за рулем есть люди, которые ни в чем не виноваты. Пострадавшая сторона. В среднем по больнице примерно половина от этого всего невиновные люди, которые тоже за пару секунд до думали, что у них все под контролем. И почему-то то, что произошло именно с ними. Не с машиной, которая ехала спереди, сзади или по соседнему ряду, а именно с этой. Самое точное описание такой ситуации оказался не в том месте, не в то время. А у меня вот есть вопрос. А мог бы этот водитель не оказаться в этом месте и в это время?
Вспомните, когда мы оказываемся в автомобиле с каким-нибудь водителем за рулем, мы сразу же понимаем, пахнет жареным или нет. Притом он может ехать плюс-минус согласно правилам, соблюдая 60 км в час в городе, просто делая это между рядами в пробке. И ты сразу инстинктивно проверяешь, пристегнул ли ты ремень безопасности или нет, и понимаешь, что с таким водителем поспать в пути у тебя не получится. И опять же, бывает такое, что когда кто-то попадает в ДТП, вы абсолютно не удивляетесь и такие: с этим-то давно все было понятно. Сам-то жив хоть. Притом, одновременно с этим есть водители, которые за рулем лет 20 и ни разу не попадали в ДТП. И это тоже никого не удивляет из тех людей, кто ездил с этим человеком пассажиром. Все такие: это ж Василий Васильевич, это ж Василий. Я это все к чему? Получается, что все-таки можно ездить таким образом, чтобы снизить вероятность попадания в ДТП к минимуму или вовсе к нулю. И это таким образом, это как? По правилам? Или по правилам реальной жизни? Всем же из нас говорили в автошколе или другие водители, что на экзамене правила ПДД одни, а в реальной жизни другие. Или вообще нужно ездить по каким-то другим правилам? Да и вообще, кто придумал эти правила? И одинаковые ли правила во всем мире? А если не одинаковые, то где они лучше? Все, что я могу сказать, есть у меня тут одна картавая история по этому поводу, из которой вы сегодня узнаете, каким образом люди ездили на автомобилях до появления правил дорожного движения, и почему пешеходы бунтовали против пешеходных переходов, а водители ездили на красный, как шоу клоунов помогало спасать жизни людей, и почему по центру Москвы люди ходили под колесами автомобилей, каким образом выпрямитель для волос связан с перекрестками, и как член тайного общества издавал свои собственные правила дорожного движения. Зачем на самом деле существует Vision Zero, и почему за 20 лет его существования ни одна страна в мире так и не смогла его внедрить, как нами манипулируют на дорогах, и зачем существует круговое движение, почему во всем мире разные скоростные ограничения и какие же из них лучше, и почему же российские дороги опаснее, чем во всем остальном мире, и может ли чисто в теории настать тот день, когда на наших дорогах не погибнет ни одного человека. Давайте для начала обозначим одно правило. Я в этом ролике буду материться, сразу предупреждаю. Не сплошным текстом, но в нужных местах обсценная лексика будет проскакивать. Я намеренно оставил мат в этом ролике, так как я считаю, что если вас, как личность, из психологического равновесия может вывести какое-то одно словечко, а то и несколько, то я считаю, что вам нехуй делать за рулем автомобиля. Такая позиция. Этот ролик я сделал для автомобилистов. И если вы тот человек, который берет на себя ответственность за свою жизнь и жизни других людей, когда садится за руль автомобиля, но при этом из равновесия вас может вывести слово «хуй», то выходим из автомобиля, присаживаемся на велосипед и вперед, пожалуйста. Сиденье только снять не забудьте. А если вы такие: ой, как же я такой полезный материал, а как же я его с матом детям покажу? Это тоже не аргумент, так как я буду тут рассказывать, как людей размазывает по поверхностям кишками наружу. С исторической ретроспективой, прошу заметить. В какой-то момент мы даже с вами будем сравнивать, как кишки разлетались по стенкам раньше и сегодня. А если ваше чадо уже достаточного размера, чтобы смотреть такой материал, то про слово «ебаться» оно уж точно в курсе, давайте будем честными. Скорее всего, уже вовсю практикует, а вы просто не в курсе. Я проверял. Люблю я серьезный материал начинать вот с таких кринжовых шуточек. Что тут поделать? Но так и быть. Шуточки про педофилию давайте отложим в сторонку пока. Пусть подрастут, малек. Вот что я хочу сказать перед тем, как мы начнем. Этот материал очень важен лично для меня. Все, что я сегодня буду вам рассказывать, сделано не с чьей-то поддержкой. Не потому, что нас кто-то попросил. Не потому, что ко мне пришло лично руководство ГИБДД с паяльником на глубокий разговор и так далее. Все, что нами двигало при создании этого материала, а также материала при ремне безопасности, это наши сердца, которым не плевать на то, что происходит у нас на дорогах. Этот материал можно считать продолжением нашей картавой истории про системы безопасности автомобиля. 75 минут, и ты будешь пристегиваться. Если не видели, то обязательно посмотрите. А если не смотрели, то не переживайте. Для этого материала контекст предыдущего нам не понадобится. Я специально написал его таким образом, чтобы он был понятен сам по себе. И да, вы можете оба фильма использовать где угодно и как угодно, как и все наши картавые истории. На самом деле, если этот материал и материал при ремне безопасности начнут показывать в автошколах,
на одну довольно украшенную голову в этом мире станет больше. Надеюсь, что будем этим полезны для наших дорог. А вы тем временем можете располагаться поудобнее, тушить свет в помещении и погружаться вместе с нами. Впереди вас ждет много интересного. И начнем мы, как обычно, сначала. Моя мама всегда говорила, что жизнь, она как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка попадется. Вот как сейчас помню, говорит она мне, что если сегодня тебе попалась невкусная, там, с коньяком или белочка это отвратительная, то завтра обязательно будет сладкая. Знаешь, у меня гличат этих жизней было сколько. Я и с санок падал, переворачивался, и в аварии попадал, и Чернобыль там был. А когда Союз распался в 91-м, там вообще шиза началась. Но жизнь научила меня быть готовым ко всему. На все невзгоды в моем чемоданчике решение есть. Вот, например, сканвордики разные, судоку. Я в Житомире по юности на колесе обозрения кататься пошел. У нас там, знаешь, как красиво, роскошь, Житомир. Я сел в кабинку, а меня на самом верх как подняло, а там бац, и авария. Ага, сняли меня, знаешь что? Выяснилось, аварии-то никакой и не было. Что я просто по молодости вот тонкий был, как спичка, вот как мизинчик мой. Так меня контролер и не заметил, аттракцион выключил и ушел. Так я 8 часов и просидел, покачиваясь. Вот тогда-то я и понял, что с собой надо везде носить судоку и сканворды. А то, знаешь, за 8 часов от скуки вообще окосеть можно. Ну и вот гордость моя, бриллиантик, шар магический. Бывает, вот спрошу у него: милый, вот полезнее в хозяйстве удочка, чем новый пылесос? Да. А вот стоит ли вложить всю пенсию в крипту? Несомненно. Так вот, в аварию я попал. Охотники святые. Ласточку свою ударил. Шар, стоит ли мне уехать, куда глаза глядят? Да. Дедуль, подожди. Во-первых, у тебя шар всегда показывает только «да». Как это всегда? Ну вот смотри. Шар. Существует ли мировое правительство? Да? А я всегда знал. Я тебе вот про что. Если ты попал в ДТП, то консультироваться нужно не с шаром, а просить помощи у людей, кто в этом разбирается и кто на этом специализируется. А оказать тебе помощь и бесплатно тебя проконсультировать по поводу могут ребята из Тинькофф Страхования. У них как раз сейчас есть проект «Помощь на дорогах». Услуги от Тинькофф Страхования полностью бесплатные. И при этом ими может воспользоваться клиент абсолютно любой страховой фирмы. И ему помогут. У них сейчас по городу ездит 10 ярких, специально подготовленных Mitsubishi L200 от Тинькофф Страхования. Вот там, кстати, один из них. Пойдем покажу тебе. Сотрудники Тинькофф Страхования помогут тебе оформить европротокол, зафиксировать место ДТП и объяснят, что и в какой последовательности делать. Плюс расскажут, как получать выплаты и многое другое. А также при этом тебе сэкономят кучу времени и помогут не ошибиться с документами. А если рядом не оказалось их автомобиля, им всегда можно позвонить по горячей линии. У тебя, кстати, есть телефон? Да. Давай запишу. О, у тебя здесь Инстаграм есть. Если ты увидишь где-нибудь еще в городе такой Mitsubishi L200 от Тинькофф Страхования, то ты можешь выложить сторис с отметкой Тинькофф Банка и получить 10% кэшбэка на топливо на карту Тинькофф. При этом в этой акции ты можешь участвовать сколько угодно раз. А ссылка в описании будет? Да. Подробнее про помощь на дорогах от Тинькофф Страхования вы узнаете по ссылке в описании. Благодать. В наших документалках мы всегда начинаем свое повествование с хер пойми откуда. Как минимум лет на 120 точно отматываем пленку назад и начинаем далее разматывать события. В Японии мы с 19 века начинали, во Франции вообще с 17-го. Но в этом-то материале можно расслабиться, так как вопрос ДТП — это же штука актуальная. Далеко копать сегодня нам точно не придется, подумал я, когда сел за сценарий. Так вот, Гай Юлий Цезарь, пацаны. Именно отсюда мы сегодня начинаем.
Сейчас оперативно раскидаемся с парой тысяч лет, не переживайте. Цезарь – великий полководец, политик, диктатор Римской империи и салат. Жил еще до нашей эры. Помимо того, что Римская империя завоевала половину мира и оставила огромный след в истории, они самыми первыми на Земле столкнулись с проблемами дорог. Тупо из-за того, что они первыми в мире начали их строить в большом количестве. Основа любой империи – это армия, с помощью которой ты, собственно, захватываешь новые территории и защищаешь старые. Для того, чтобы у тебя была большая и сильная армия, тебе нужно что? Сильная экономика, чтобы весь этот банкет оплачивать. Вся пехота, кавалерия, офицерский состав – это, ёб твою мать, как дорого. Мало того, что тебе нужно их всех кормить, всем нужно еще платить жалования, закупать доспехи, оружие и так далее по списку. В экономиках империй военные расходы могли спокойно составлять половину от всего бюджета, а то и больше. Для того, чтобы тратить дофига и больше денег на армию, у тебя должно быть, в принципе, дофига денег. А для этого тебе нужно, чтобы у тебя товары и ресурсы перемещались туда-сюда по стране как можно быстрее. Чем быстрее товарное сообщение, тем быстрее ресурсы будут поступать из колоний в столицу. И чем быстрее ты сможешь отправлять грузы для торговли с другими странами, тем больше ты заработаешь и прибыли, и налогов. И тем большую армию сможешь содержать, чтобы захватывать еще больше земель, чтобы тебе платили больше налогов и больше товаров отдавали в виде дани. И ты на эти деньги сможешь нанять и содержать еще больше солдат. И так по кругу. Ну, в принципе, я думаю, понимаете. Римляне, естественно, тоже это понимали, иначе они не были бы империей. Поэтому работали, собственно, над своей экономикой. С морским сообщением все было понятно в целом. Порты в прибрежных городах расширяй, торговые суда строй, и они уже там сами как-нибудь дорогу найдут. А вот с сообщением по суше между городами были вопросы. Дорог-то нет, только какие-то локальные тропы. А надо понимать, что увеличение скорости хотя бы на пару километров в час у повозки с грузом, которую тащит осел, это серьезное достижение по тому времени. Мерить скорость передвижения в то время нужно было по скорости движения обоза, так как он самый медленный. Грубо говоря, средняя скорость груженного обоза по пересеченной местности 2-3 км в час. А по ровной проложенной дороге осел может тащиться уже со скоростью 4 км в час. Плюс он устает меньше, так как по дороге ехать проще, чем просто по камням и полю, и сможет дольше двигаться в течение одного дня. Поэтому строительство даже просто какой-нибудь плохонькой дорожки чуть ли не удваивало скорость перемещения товаров по суше. Ослы, конечно, не сильно приветствовали такие нововведения, но их никто не спрашивал. Поэтому, собственно, римляне и озаботились дорогами между городами и даже между странами. И надо сказать, у них это очень неплохо получалось. Во-первых, строили по уму, была прям целая технология с правильными подушками, основанием и так далее. Ребята тратили на это много денег. И дороги при этом стояли очень долго. Настолько долго, что некоторые участки живы до сих пор, в отличие от Римской империи. По ним даже экскурсии водят, мол, смотрите, можем, когда захотим. Почему у нас сейчас в Риме дороги все в дырках, не спрашивайте, пройдемте к следующему экспонату. Во-вторых, строили много. Слышали такое выражение «все дороги ведут в Рим». Так вот, они действительно в него вели. Основных направлений было 5. На Азию, Византию, Испанию, Германию с Британией и Африку. На тот момент это реально почти все дороги на планете. И из всех этих направлений в Рим, как в столицу империи, стекались люди, обозы, грузы, войска, ремесленники, рабы и так далее. Дорог-то ребят настроили, молодцы, да. А вот с самим Римом заминочка вышла. Он же был построен еще до того, как страна стала империей. И до того, как в него хлынули все ресурсы со всех концов империи. А по опыту современной жизни мы с вами уже в курсе, что если направить огромные транспортные потоки в город, который к этому не готов, то что произойдет? Там все встанет намертво, ага. Нас сегодня таким положением дел особо не удивишь, а вот Гай Юлич знатно охуел с того, насколько быстро столица превратилась в одну большую пробку и месиво из людей, коней, ослов, скотины и вот этого всего. На то, что он изобретет пробки первей современной Москвы, Цезарь вот вообще не рассчитывал, знаете ли. Как и не рассчитывал, что станет салатом, но, жизнь непредсказуемая штука. Реально, сколько же иронии в выражении, что Цезаря порубили на салат. В городе куда-либо пройти было нереально. Особенно достопочтенным господам. Перед любым важным человеком в то время шла целая куча рабов, которая просто расталкивала людей и животных, чтобы господин мог спокойно пройти по своим делам с пацанами в чайхану. Городское управление и великий император смотрели на всю эту вакханалию и не понимали, что с этим делать. Что нужно что-то делать, это было понятно, а как решить проблему, не совсем.
Собственно, как это всегда и бывает у людей, которые впервые придумывают что-то новое. Что послужило спусковым крючком к ведению правил дорожного движения, я не знаю. История умалчивает. Может, задавили кого-нибудь важного, может быть, задавили много важных людей, может, конфликт какой-то случился между торговцами. Хер пойми. Но так или иначе, Гай Юлий Цезарь — автор первых правил дорожного движения, если их можно было таковыми назвать, так как они, в общем-то, были довольно незамысловатые. Во-первых, запрещался въезд на территорию города верхом на любом животном. Даже на неграх. И даже на колесницах. Неважно, местный ты, приезжий, в любом случае ты оставляешь свое транспортное средство на парковке перед воротами города и внутрь идешь на своих двоих. Либо, если впадлу чапать на своих двоих, то можешь воспользоваться официальным, городским, наемным паланкином с рабами. Ну, то есть верхом на неграх. И это были первые в истории прообразы современных перехватывающих парковок и городского такси. Логику тут понять несложно. Когда у тебя переполненный город, то нужно экономить место. А человек на своих двоих занимает сильно меньше места на улице, чем человек на колеснице, в которую запряжен конь. А то и несколько. На своей повозке попасть внутрь города можно было только по выходным или по каким-нибудь бурным праздникам. Даже ночью в рабочий день можно было заехать только с пропуском. И то на несколько часов. Во-вторых, была учреждена специальная служба, которая разруливала конфликты, спорные ситуации и прочий геморрой на дороге. Ну, что-то по типу современных гаишников. Фактически просто из городской стражи выделили отряд, который нес службу на оживленных перекрестках, площадях и опиздюливал любого человека, который создавал затор. Чаще всего по голове получали торговцы, которые притаскивали свою скотину на продажу в базарный день. Ты 3 коровы привел, они своими задницами перегородили половину улицы, и весь город встал. Поэтому парни обычно приходили с одной коровой, а остальных оставляли под присмотром охраны у ворот города. И продавали, собственно, по одной. Либо говорили покупателям, что у нас там еще есть. Пойдем к воротам, покажу. Такое вот незамысловатое решение. Но оно работало. По всей остальной империи правил никаких не было. Необходимость была только в Риме. Даже в других крупных городах, в других странах ничего подобного не существовало, так как таким большим был только Рим. Как и не было ничего подобного после Рима, вплоть до средних веков, так как не было потребности и не было таких больших городов. Ну вот, опять мы в какой-то дыре. Как мы вообще что-нибудь найдем? Если ты не перестанешь ныть, то нас раскроют еще до того, как мы найдем дверь. До того, как мы найдем дверь. Вот с этими твоими планами вот не всегда какая-то неустойчивая получается. А вот помнишь, муж моей сестры звал нас на работу? Сейчас давно уже менеджерами были и машины все купили. Фокус. 2. А можем купить Мазду 6. Идем дальше. Так, мы дошли. План ты помнишь? Да. Спокойно зашли, взяли то, что хотели, и вышли, без шума. Ага. Я вот только один фильм такой же смотрел. Там вот грабители пришли и их потом насиловали. И это были не женщины. Скинь, потом посмотрю. Очень нравится такое. Ты долго там еще? Сейчас, погоди. Давай быстрее. Не, ну я вот понимаю, вор и все такое. Надежда Фрэнка из хозяйственного магазина. Лучше бы ты Нинси нашел. Хотя бы как-то. А что ты всегда на негативе? Вот это. Я же стараюсь вообще-то. Да негативлю я, потому что из твоих планов нас всегда ловят. Не из-за моих планов. А вопреки. Пойдем. Слушай, что тут барахлат. Не лишнего ничего не трогай. Да что ты как... Тихо ты, как маленький. Все, я сам все проверю. А мне здесь? А, меня тут срут. А что ты тут делаешь? А как? Ну, ты сказал ждать. Вот, я жду. С кайфом. Ты издеваешься?
Мы в дом залезли. Не для того, чтобы ты курил кальян на двойном яблочке. Пойдем. Пойдем. Я уже все походу понял. Вот они. Доспехи трендов. Осталось только взять их. Ну, привет. И ты здесь. Да мы просто шли мимо и подумали, почему не зайти? С отмычками? Какими отмычками? Я тебе говорил, он экстрасенс, у него глаза рентгеновые, там X-ray, это все бионик. Он видит нас без одежды. Да погодите, какой рентген? Вы попались абсолютно на все датчики в доме. У меня везде развешен Аякс. Че развешено? Аякс – это профессиональная беспроводная система безопасности. Не суть. Сначала вы попались на уличный датчик движения с камерой Motion Cam Outdoor, а потом вошли в дом и сработал датчик открытия дверей Druid Protect. И при этом сразу же напоролись на датчик движения с камерой Motion Cam в прихожей. Ну, мы решили сделать сюрприз. И для этого разлили воду, и при этом тут же напоролись на датчик протечек. И, кстати говоря, кальян забивать было не обязательно. Какой кальян? Который активировал бы датчик дыма и угарного газа, если бы ты начал его курить. Висит там на потолке. И тогда бы сирена на весь дом заорала. И, кстати, Лех, то, что ты там видел на стене, это клавиатура Keypad для управления всей системой. А самое интересное вы, кстати, пропустили. Там висит Hub 2+, это централь системы, которая общается со всеми датчиками по собственному радиопротоколу Javelin на расстоянии до 2 километров, кстати. Поддерживает 4 независимых канала связи 2 Sims LTE, Ethernet и Wi-Fi. А со встроенным аккумулятором до 15 часов передает все тревоги прямо на смартфон, даже если обесточить весь дом. А зачем ты нам это все рассказываешь? Еще у Ajax есть управляемые розетки. Вставляете розетку в гнездо, и все, теперь вы можете включать и выключать ее удаленно. А дизайн устройств далек от стандартных охранных систем. Устройства имеют общий минималистичный стиль, поэтому вписываются легко в любой интерьер. Стас! Мне кажется, он перешел в режим рекламного Стаса. Ajax — это профессиональное решение для безопасности вашего дома, офиса, гаража и так далее. Еще здесь можно подключиться на охранный пульт, подписать договор с охранной компанией, чтобы в случае тревоги через несколько минут к вам приезжали сотрудники ЧОПа. Хватаем костюм и бежим. А срок работы датчиков от встроенных батареек от 2 до 7 лет. А вот так работает тревожная кнопка. В описании вас ждет эксклюзивная ссылка на Ajax, по которой вы получите скидку в 10% на стартовый набор. Вот, блин, сигнализации-то цифровые, а сотрудники-то вполне аналоговые. Когда развалилась Римская империя, а это было примерно в конце IV века нашей эры, вся Европа постепенно трансформировалась из варварских и рабовладельческих обществ в феодальные. Для нашего ракурса на историю, что такое феодальное общество? Это, по сути, херова гора мелких феодалов, которые владели землей и были на ней полновластными правителями. А соответственно, застраивались и организовывали на местах все так, как левая пятка зачешется. Никакой системности не было. И дороги, и города все строили как по кайфу. Если в Римской империи города выстраивались хоть по каким-то общим концепциям, то до 15-16 веков Европа застраивалась вообще хер пойми как. И никто не переживал по этому поводу. Грубо говоря, что такое средневековый город? Что в Европе, что у нас на Руси. На холме или на берегу какой-нибудь реки у вас стоит форт с укрепленными стенами. Или замок довольно небольших размеров. Внутри сидят важные ребята и управляющие элиты, а обычный народ живет в поселениях вокруг этого форта. Сам по себе город прокормиться никак не мог. Он практически ничего не производил, поэтому его кормили как раз вот поселения вокруг него. В обмен на то, что при нападении каких-нибудь вражин все жители села валили за стены города и там всей толпой отбивались. А после того, как вражины получали люлей и сваливали, люди вылезали из форта и восстанавливали все вокруг, что пожгли и уничтожили долгожданные гости. И, собственно, за счет того, что в городе на постоянку жило 1,5 землекопа, а весь город в диаметре можно было пройти пешком за 10 минут, внутри как бы никаких проблем и не было. А в селе и в поле создать пробку довольно сложно.
Проблемы возникали только у войск, когда нужно было здоровенную толпу людей переместить в соседнюю страну для опиздюливания местного населения. Но в военную навигацию и логистику мы сегодня с вами не полезем, оно нам не надо, поверьте. Серьезно озадачиться вопросом правилами городского проезда, да и в целом правилами проезда где угодно, человечеству пришлось с зарождением мануфактурного производства и с зарождением моего любимого капитализма. А это как раз условный там типа 16 век. До этого момента все производство всех товаров и еды, грубо говоря, делилось на два типа. Первый – это натуральное хозяйство в селе и в окологородской территории. Вот, грубо говоря, что вокруг забора выросло, то едим и продаем и удобряем после. Второй тип – это ремесленное производство. Папа-кузнец вместе с сыном-кузнецом настучали пару единиц чего-нибудь там у себя в кузнице, и вот это и продают. В руках донести до рынка несложно. Намного сложнее при таком количестве развлечений было не спиться. А уж до рынка-то как-нибудь доковылять можно было, даже если уже спился. На излете феодального строя люди в своей некой массе допирают до мануфактур. Мануфактура – это прообраз современных промышленных заводов или любых других предприятий, которые выпускают какие-то стандартизированные штуки. Купцы и ремесленники постепенно начали объединяться в группы, чтобы гораздо эффективнее заниматься делами. Ремесленники брали себе в подчинение помощников, которым отдавали какие-нибудь куски производственного процесса. А купцы, которые имели хороший капитал, вкладывали деньги в сырье для производства и поставляли его вот таким производственным группам. А потом забирали на себя продажу готовой продукции. Прибыль со всей этой операции делили кто как договорится. Короче, параллельно друг с другом начали формироваться несколько понятий. Первое – это наемный труд. До мануфактур по большей части весь труд был рабским. Либо это были прям натуральные рабы, которые в правах были примерно на уровне животных, либо крестьяне, которые вроде бы уже человек, но фактически от рабов не сильно отличались. А тут появилась форма занятости, что у человека есть какая-то работа, за которую вроде бы как даже платят деньги. И даже какое-то конкретное место работы, где ты работаешь. Для нашей картины здесь важно то, что появилась заметная прослойка людей, кто живет в одном месте, а работает в другом. И значит, каждый день нужно куда-то шлепать на работу и возвращаться обратно домой. Ну и также рассказывает всем в подряд, что лучше бы на завод пошли работать. Вот эти ребята. Второе понятие – это централизация производства. Производства уже не были размазаны кучей маленьких локальных домашних комнатушек, а были сосредоточены в больших объединенных центрах. А это означает, что в одно и то же место нужно доставлять большой объем сырья, а потом забирать большой объем продукции. Плюс стали появляться большие склады для товаров, для которого тоже нужен транспорт и возможность что-то на него отвезти и что-то с него забрать. И это уже нельзя сделать на одной кривой телеге с кривой кобылой или руками донести, а нужен прям транспорт в большом количестве. Особенно если предприятие выпускает что-нибудь большое и тяжелое. Например, пушки. Третье понятие – приоритизация проезда. Так как мануфактуры в первую очередь производили что-то для военной промышленности, а это стратегически важные товары для государства, нельзя допускать такой ситуации, что из-за какого-нибудь чувака с коровой на улице тормозился процесс доставки сырья или готовых товаров. У кого-то корова обосралась и сдохла посреди улицы, а из-за этого целый корабль стоит и ждет, когда на него доставят товары на погрузку. И вот на этом моменте вся Европа, которая была застроена и организована хер пойми как в феодальную эпоху, дружно охуела, так как на всех крупных городах начался ад и дестрой с транспортной системой. Фактически, ребята столкнулись с ровно такими же проблемами, которые были в Риме времен Цезаря, только равномерно по всему материку. Плюс, с другого конца, подъехал еще один нежданчик. Под другим концом я подразумеваю морскую торговлю, а не то, что обычно подъезжает с другого конца. 16 век – это начало экспансии европейцев по всему миру. Магеллан со своим кругосветным путешествием, все великие географические открытия 15-17 веков, когда люди в Европе узнали, что существует Африка, Индия, Америка, вот это все. О том, что негры, индейцы и индусы — это тоже люди, Европа еще не успела догадаться. Но о том, что на этих забавных зверушках можно таки неплохо заработать, смекнула очень быстро. Молниеносными темпами начала развиваться морская торговля, и начали формироваться торговые империи, а затем и колонии по всему миру. А это все вместе означало, что товарооборот на морских путях рос по экспоненте в десятки раз. Сказать, что городские порты офигевали, ничего не сказать. Даже если они и успевали отстраиваться и расширяться под разрастающийся поток судов, то дальше, внутрь города, пропихнуть товары до складов или производств было то еще задачей. Там и без портов
улицы спокойно сами собой захлебывались. А тут еще вы со своими пряностями, шелком и наложницами. Хотя наложниц все-таки пропихивать получалось. И в наложниц то довольно быстро всем стало понятно, что самые большие проблемы возникают из-за двух ситуаций. Первое – это если кто-то быстро гонит по улицам свою телегу и теряет управление из-за того, что кони понесли или сам дурак. Из-за того, что ездец терял управление, он врезался куда-нибудь или в кого-нибудь, раскладывался поперек дороги и преграждал путь всем, кто хоть как-то пытался проехать через улицу. Вторая – если кто-то просто жутким образом тупит, либо очень медленно едет, либо просто лежит посреди дороги. Вторую ситуацию решали очень просто. Всем всадникам и ездецам можно было хлестать плетью всех крестьян, кто лезет под копыта, и таким образом расчищать себе дорогу. А вот с первой ситуацией так просто ничего не сделаешь. Да, человека, который разложил телегу посреди дороги, можно совершенно спокойно выпороть после. Так все и делали. Да, факт. Но как сделать так, чтобы человек изначально не попадал в такую ситуацию? Непонятно. Так как в тот момент практически во всех государствах все регулировалось волей монархов, царей и прочих диктаторов, можно откопать много веселых указов. Например, в России самым первым прообразом правил дорожного движения был указ Петра I от 1683 года, который запрещал ездить без возниц и на разнузданных лошадях. Возница — это просто профессиональный кучер. Если человек умел нормально управлять лошадьми, то вероятность снести полгорода на своей телеге сильно падала. А разнузданная лошадь — это фактически неуправляемая лошадь. Ну, бешеная там, типа непослушная какая-нибудь такая. Если залезть в словарь, то слово «разнузданный» означает «дошедший до крайних пределов разврата». Но вряд ли Петр I имел что-то против развратных лошадей. Всех, кто ослушивался ездить смирно и спокойно, указ предписывал ссылать на каторгу. В целом прикольная практика. Ты быстро прохватил по городу на резвой лошади, а потом также быстро и резво поехал таскать камни в Сибири. В 1730 году императрица Анна Иоанна издала указ, в котором говорилось примерно следующее. Извозчикам и прочим всяким чинов людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и осторожностью, смирно. А тех, кто не будет соблюдать сих правил, бить кнутом и ссылать на каторгу. Что такое смирно, со всяким опасением и осторожностью, мне лично не совсем понятно. Но то, что за несоблюдение получишь кнутом по жопе, вполне доходчиво. Ну и так далее. Во всех странах Европы точно так же все правила движения в то время сводились к тому, что блядь, езди смирно, а то выпарим. Ни до чего более действенного никто в целом мире не додумался. В целом, таких указов было достаточно, чтобы решить проблему с проездом коммерческого транспорта, если можно его таковым назвать. Всех, кто мешается под ногами, бить плетью, а всех, кто быстро ездит, ждало то же самое. Надо понимать, что хоть с движением и были проблемы, но какие-то повозки и экипажи существовали только у предприятий, государства и высокопоставленных господ. 99% людей города передвигалось на своих двоих. И хоть для какого-то устройства дорожного движения таких правил и указов было вполне достаточно. Да, бывали случаи, когда кто-то кого-то где-нибудь задавит на оживленной улице. Бывало также, что кто-то сам по себе раскладывался насмерть. Но в общем объеме это были единичные случаи. И на них все забивали. Реальное дерьмо началось с появлением вот этого чудовища — Ford Model T. С него вообще все началось в автомобильном мире, и много чего обусловлено появлением этого автомобиля. Во-первых, к тому времени, когда появился Ford Model T, человеческие смерти на дороге уже были частым явлением. О том, как люди стали понимать, что автомобиль опасен, мы говорили, собственно, в нашей документалке «75 минут», и ты будешь пристегиваться. Как инженеры и мертвецы спасали человеческие жизни. Там про развитие систем безопасности автомобилей. Но мы и в этом материале про смерти поговорим, не переживайте. От смерти в этой жизни вы никуда, блядь, не денетесь. И мы как мученики попадем в рай. Во-вторых, объем продаж Ford Model T рос просто неимоверным темпом. И если раньше абсолютно всю человеческую историю от изобретения колеса до Ford Model T все транспортные средства на планете это либо для армии, либо для торговли и хозяйства, то есть коммерческий транспорт, то с появлением Ford Model T появился термин личной мобильности. Начиная с 1906 года и по нынешнее время у человека впервые за всю историю появилась возможность купить себе огромную, тяжелую телегу с мотором, которая умеет самостоятельно, быстро разгоняться и при желании убивать насмерть других людей. Просто для того, чтобы кататься по своим делам. Не потому, что ты возишь грузы для предприятия. Не потому, что этот транспорт используется для военных или государственных нужд.
И не потому, что ты ведешь экипаж какого-нибудь достопочтенного господина с ответственным заданием, а просто так, по кайфу. И с одной стороны, личная мобильность – это великолепная вещь, которую 20 век подарил человеку, но с другой стороны, личная мобильность была очень большой проблемой. И вот тут нам нужно присмотреться повнимательнее. Это песня о двух сестрах Джия и Навия, которые попали в немилость злого султана Амакана. Навия, нам не убежать, но рядом ли та лампа, которую подарила мать Виджия? Конечно, Джия. Джия, он совсем рядом. Что делать с лампой? Джия и Навия в беде оказались. Джин, помоги, чтоб Абакан не настиг. Джия и Навия, вижу, настигли невзгоды и вас, но я помогу. Начинайте рассказ. Джин, Астас, мы попали в беду. Как тяжело говорить на бегу. Ты помоги нам сбежать от султана. Я злой вас схвачу и съем, как барана. Джия и Навия, ваши ноги быстры, но не быстрее коней султана. Чтобы сбежать от него, вам нужен автомобиль. Надежный автомобиль, который можно найти на Авито. Джия, это же древнее предсказание про Авито. Место с 1000 рикш на любой вкус. На этом роскошном базаре продаются чудесные колесницы, что выбрать их можно по цене разумной, да по хотениям нашим. Они умчат нас, как луна уносила солнце. Но, Джин, как мы поймем, что рикша, посланная из легендарного Авито, не уловка злого султана? Что она не принадлежит его страже, что предыдущий извозчик следил за ней, как мать следит за детем, что любил он ее, как муж любит жену, и что не подведет нас колесница самоходная, и что она увезет нас от него быстрее ветра, как ретивый конь. Вы убедитесь, проверив историю автомобиля в автотеке. Ох, Джин, не описать твои чудеса. Расскажи же нам, что такое эта волшебная автотека. Джия и Навия, нет времени медлить. Пока вы пели свои прекрасные песни и танцевали красивые танцы, я нашел для вас идеальную повозку. Наш национальный Land Rover Evoque. Духи госорганов из отчета автотеки шепчут, что у него было 2 владельца, которые любили колесницу, как Риша с Виджией любили вас, Джия и Навия. Как только пал камень с дороги на стекло лобовое, сразу к мастеру повозку везли. Пробег автомобиля чист, как ваши души, а стражники султана Абакана не притрагивались к нему. Она красная, как страсть, и быстрее, чем все кони из армии султана. Скорее же, бегите к машине, а я задержу султана. Мудр же, Джин, так пусть всюду воздастся почет. Перед покупкой авто на Авито, автотеке купите отчет. Ну что, злобный султан, пусть лекарь притащит носилки. Покупайте рикши умно. На автотеку с Авито в описании ссылки. Как вы себе представляете города и дороги в городах США образца 1910-х, 20-х, 30-х годов? Такой вот вам вопрос. Мне, по крайней мере, сразу в голову приходит что-то из Великого Гэтсби или игры «Мафия», когда у вас такие свободные улицы, люди в основном ходят пешком, а ты на машине, за рулем, в абсолютной свободе едешь. Машин физически очень мало, дороги строили с запасом, поэтому если у тебя была возможность купить абсолютно любой личный автомобиль, то ты автоматически становился королем дороги, так как на этой дороге у тебя практически не было конкурентов. Да, примерно такую картину можно смело нарисовать у себя в голове, а потом упиваться ностальгией по прошедшему времени, в
которую ты никогда не попадешь. И на самом деле эта картинка не сильно отличается от прошлой реальности. Если ты тогда владел собственным автомобилем, то фантомная пиписька у тебя была действительно исполинских размеров. Но вот то, что она такая была у тебя у одного, это большое заблуждение. Я все пиписьки проверил и ответственно могу это заявлять, доверьтесь мне. Вот подборка нескольких занимательных фактов специально для вас. В Сан-Франциско, это центральный город Северной Калифорнии, на момент начала 10-х годов было 10 тысяч карет или иного транспорта, запряженного лошадьми. Автомобилей на условный 1910 год было какое-то незначительное количество. Далее, за 4 года, в 1914 году количество автомобилей сравнялось с лошадным транспортом. В 1916 году, спустя всего лишь 2 года, автомобилей было уже 26 тысяч. А еще через 8 лет, в 1924 году, количество автомобилей в Сан-Франциско перевалило за 100 тысяч штук. И это при населении примерно в 500 тысяч человек. Само собой, такой экспоненциальный рост был не только в Сан-Фране, а по всей стране. Между 1914 и 1920 годах во многих городах рост регистрации автомобилей превышал рост населения. В Нью-Йорке, не путать с Нью-Йорком, новые автомобили появлялись в 3 раза чаще, чем новые люди. В Бруклине эта разница была в 6 раз, в Баффало в 7 раз, а в Сент-Луисе аж в 9 раз количество новых автомобилей превышало количество регистрации новых людей. Не спрашивайте меня, почему сравнивают такие странные показатели, я сам не знаю. Но американцы довольно часто какие-то простые вещи подсчитывают как-то очень заковыристо. Особенно очень странно они там подсчитывают калории, судя по населению. Самое главное, что понятно из этой статистики, что автомобилей внезапно стало дохера и больше, и никто к этому не был готов. Плюс вот вам еще одно упражнение. Достаем из пыльного чулана нашу воображалку и начинаем воображать. Вот представьте, вы выезжаете с утреца из своего дома на вашем автомобиле в город, и как только вы оказались на дороге, по радио вам сообщают, что с данного момента правила приоритетного проезда не существует. Никто никому не должен уступать. Никто не едет по главной или второстепенной, так как никаких главных и второстепенных больше нет и никогда не было. Здоровенный проспект и прилегающая к нему мелкая дорожка из дворов абсолютно эквиваленты по праву проезда. И если вам, пока вы едете свои 60 км в час по проспекту, поперек дороги вылезает кто-то из дворов, то это нормальная ситуация. Никто ничего не нарушает. И если вы вдруг в кого-то врежетесь, или кто-то, вылетая с соседней улицы, врежется в вас, никто ни в чем виноват не будет. Просто вот такие вы водители, получается. Давайте ощутите ужас от такого движения по городу, когда с любой стороны может прилететь кто угодно, и нужно постоянно следить за абсолютно каждым углом. Даже правила правой руки не существует. Никто, вообще нигде, никому ничего уступать не должен. Ужасает? А вот люди раньше так ездили. В то время, когда зарождался автомобильный мир, не существовало ни хера. Дороги были просто дорогами, а автомобили просто автомобилями. Ты мог спокойно пойти в магазин, купить автомобиль и спокойно ехать себе куда угодно. Никого не волновало, умеешь ты его водить или нет. Просто вот тебе автомобиль и добро пожаловать на дороге. И если это все положить на картинку, которую мы с вами уже знаем, что в крупных городах были большие проблемы с трафиком, мы получим просто абсолютно адовую смесь, которая даст прикурить любым современным проблемам с трафиком. Самым ярким примером ада на дорогах был Нью-Йорк, само собой. В 1913 году в городе каждый день стояли утренние и вечерние пробки. Это первый город на планете, где 2 раза в день, стабильно и по расписанию, вставало абсолютно все. Скорость движения в центре у автомобилей была ниже, чем у пешеходов. Метрополитен каждый год отчитывался о том, что пассажирский поток в подземке увеличивается быстрее прироста населения, что свидетельствовало о том, что на наземном транспорте никуда тупо не добраться. Трамвайные парки Нью-Йорка вторили ребятам из метро, что да, все, приехали, сушите рельсы. Средняя скорость трамвая в центре из-за пробок упала почти вдвое. А это означало, что в середине 10-х годов в Нью-Йорке трамвай двигался медленнее, чем конные упряжки, которых он когда-то заменил. В 1920-м власти Нью-Йорка подсчитали, что за 1 год мосты, соединяющие Манхэттен с остальным городом, пропустили через себя 92 миллиона автомобилей, которые в себе перевезли 204 миллиона пассажиров. Манхэттен — это исторический центр Нью-Йорка, если вы вдруг не в курсе. И давайте еще раз, чтобы вы нормально усвоили цифру. 1920
не 2020, это вот 100 лет назад от настоящего времени, и 92 миллиона автомобилей прошло через центр города и 204 миллиона пассажиров. У нас во всей стране на данный момент 60 миллионов автомобилей, грузовиков, автобусов и прочего на колесах и 144 миллиона граждан. А через Манхэттенские мосты в Нью-Йорке 100 лет назад проходил транспортный и пассажирский поток в 1,5 раза больше, чем все люди и автомобили у нас в стране вместе взятые. Такие вот вместительные мосты, если вы понимаете, о чем я. Понятно, что один и тот же автомобиль в этой статистике считался дважды, при въезде и при выезде. А если машина ездила туда-сюда по городу, то могла попасть в статистику и несколько раз за день. Но все равно, как ни крути, цифра монструозная. Особенно по 1920 году. Город и вся транспортная система были, мягко говоря, в перманентном удивлении. И не только в Нью-Йорке, а по всей стране. Ситуация осложнялась не только тем, что автомобилей становилось все больше и больше, а также тем, что люди стали использовать автомобиль заметно чаще. Каждый год среднее расстояние одной поездки падало. А это значит, что люди по любой фигне и за любой угол шлепали не пешком, а ехали на тачке, если была такая возможность. И, кстати говоря, почему автомобиль стал сильно удобнее для каждодневного использования как раз в 1920 году, мы рассказывали в документалке про нефть, экологию и электрокары. Подсказка для тех, кто видел, в то время появился электростартер, и к 20-м он уже стоял на всех новых автомобилях. Тебе не надо было крутить кривой стартер, ломать себе руки, просто сел, завел, поехал, как с современным автомобилем. Естественно, ситуация с жутким трафиком и пробками никого не устраивала. Жители центра жаловались на то, что под окнами постоянно орут клаксоны автомобилей. Бизнес массово покидал центр города и уезжал на окраины, так как ни клиентам, ни сотрудникам до офисов и магазинов было просто не добраться. А власти офигевали от того, насколько неэффективно работает город и сколько потенциальной прибыли теряет экономика из-за массового стояка на дорогах. В 1925 году некто Герберт Хувер, председатель по вопросам коммерции на тот момент, подсчитал, что городские заторы приносят экономике убытки в $2 миллиарда в год. А $2 миллиарда в год, особенно по 1920 году, это сумма, которая заставляет озаботиться вопросиками. Но прикол в том, что никто не понимал, что делать. Ты самый первый в мире сталкиваешься с проблемой, с которой еще никто до тебя на планете не сталкивался. Подсмотреть решение негде. Поделиться опытом тоже. У тебя есть глобальный охуевоз всей страны, все на тебя смотрят, а ты не в зуб ногой. Но, как это обычно бывает, в подобных ситуациях решение прилетело, откуда не ждали. Знакомьтесь, прошу любить и жаловать, Уильям Фелпс Инна. И бьюсь об заклад, никто из вас никогда не слышал это имя. А если вы в курсе, кто это такой, то ебать его странные увлечения, могу я вам сказать. Продолжайте ими заниматься, мне все нравится. Уильям был просто обычным гражданином Штатов. Родился в обеспеченной семье, отец у него занимался недвижимостью и был влиятельным и обеспеченным дядькой. С раннего детства, еще с 1860-х годов, Уильям ездил с родителями по Нью-Йорку в экипаже и постоянно стоял в пробках, как и весь город. Даже до появления большого количества автомобилей в городе то тут, то там вставали какие-нибудь перекрестки или целые улицы. Чисто из-за того, что кучеры не могли договориться друг с другом, кто в какой очереди едет, и кто по какой траектории проезжает и так далее. И Уильяма это постоянно бесило прям с ранних лет. По идее, Уильям должен был продолжить дело отца в управлении недвижимостью, его отдали учиться в Уиллистонскую академию, а потом в Ельский университет. Но обстановка на дорогах не давала парню покоя. Уильям отчетливо понимал, что проблема кроется в простой организации движения. Нужно было сделать какое-то небольшое количество правил, просто всем их объяснить и заставить исполнять, и тогда все поедет. Не нужно большого штата сотрудников, которые регулируют перекрестки, не нужно расширять дороги, площади, а просто взять всех водителей, объяснить им какие-нибудь разумные истины, и ситуация станет сильно лучше. Он обсуждал эту проблему с друзьями, с людьми из администрации города, с полицией. Но все разговоры всегда заканчивались тем, что да, было бы круто, если бы все как-то начали ездить по улицам осознанно, да, было бы круто, да. Но дальше разговоров ничего не двигалось. А надо сказать, что Уильям, еще когда учился в университете, стал членом общества Skull and Bones. Это
тайное студенческое общество, настолько тайное, что на Википедии есть огромная статья про эту организацию. И с ней существует куча теорий заговора, что там, за закрытыми дверьми, происходят жуткие сговоры и решаются судьбы миров, по типу как с масонским обществом. Но в тот момент все, что происходило за закрытыми дверьми, это посылание Уильяма под различными предлогами и по всем возможным направлениям, когда он хоть с кем-то пытался заговорить про дороги. Все хотели, чтобы дороги стали пригодными для использования, но что-то делать руками — это не-не, это мы тут важными делами заняты. Эта сигара сама себя не докурит. Собственно, в такой ситуации у тебя всегда есть два пути. Первый, традиционный, просто присоединиться к большинству и вместе со всеми мечтать, ныть и ничего не делать. Второй, редкий, но правильный путь — это пойти в омут с головой и начать своими руками разгребать. В подобных ситуациях слово «омут» правильно читать как «чан с говном». Уильям подумал, что раз уж нет никаких правил дорожного движения, то я создам свои. С жестами и перекрестками. Он несколько лет наблюдал за движением, записывал к себе в блокнотик ситуации, в которых водители допускали ошибки, по его мнению, собирал все эти факты вместе, систематизировал и думал, как сделать внятную и понятную инструкцию. Как казалось Уильяму, первое, с чем нужно бороться, это хаотичное движение водителя внутри дороги. Психологически люди так устроены, что нам комфортнее всегда ехать по центру дороги. Вот вспомните, как вы едете по полосе, например. Вы же не едете правым или левым колесом по разметке. Вы стараетесь держаться середины просто потому что. Так мозгу комфортнее, когда у вас с обеих сторон одинаковое расстояние. Или если мы едем по односторонней улице, без разметки, где мы будем ехать? Тоже по центру. Это просто на автомате происходит. А что будет, если понятия разметки, полос движения и встречки не будет как таковых? Все будут ехать по центру дороги. Верно. Что в одном, что в другом направлении. А когда будут видеть встречный автомобиль, будут совершать маневры, чтобы разъехаться хоть как-то. Хотя дороги изначально спокойно позволяли разъезжаться без маневрирования, если бы водители изначально держались каждый своего поребрика со своей стороны. И вот это правило, что автомобиль при движении всегда должен держаться правого поребрика, было первым и самым важным правилом, которое сформулировал Уильям. До него никто не видел проблемы в том, что автомобили по одной дороге едут друг другу в морду, а на близком расстоянии начинают крутить рулями и разъезжаться. Далее перекресток. Здесь у нас было две проблемы, которые нужно было править, и обе с поворотами. Первая проблема — это поворот направо, вторая — налево, как нетрудно догадаться. В обеих ситуациях корень проблемы был в том же самом. Люди стремились ехать по центру. Например, если человек поворачивал направо, то он ехал по большему радиусу, чем требовалось, залезая на траекторию под колеса автомобиля, который едет по прилегающей дороге. Грубо говоря, ты спокойно едешь по улице, которая спокойно в себя вмещает два или более ряда автомобилей. Но когда кто-то поворачивает с прилегающей дороги направо, тебе под колеса, водитель использует слишком много пространства для маневра и просто преграждает тебе путь, таким образом, что его тупо никак не объехать. И тебе из-за этого приходится тормозить весь трафик за собой, всем ждать, пока человек наберет скорость и так далее. А если бы этот водитель изначально поворачивал, максимально придерживаясь все того же правого поребрика, то ты спокойно мог бы его объехать, не снижая скорости, и вы вдвоем не тормозили бы всю улицу. Поэтому это было вторым важным правилом в документе Уильяма. С поворотом налево точно такая же ситуация. Люди пытались, наоборот, срезать расстояние, поворачивая немножко заранее и стремясь опять же в центр дороги, преграждая путь таким образом сразу всем потокам на перекрестке. Ты мешаешься и своей встречке, и левой встречке, и потоку, который едет с правой улицы. А если бы они проезжали по перекрестку, как мы привыкли сейчас, проезжая чуть дальше середины, и поворачивали налево, придерживаясь правого поребрика таким образом, как показано на схеме, то мешались бы сильно меньшему количеству автомобилей. По сути, в такой ситуации ты мешаешься только потоку с правой улицы. Плюс, схема с срезанием угла на повороте была опасна тем, что так можно изначально ехать в поворот на большей скорости. Но проехав перекресток, ты упираешься в поребрик на большой скорости и можно вылететь на тротуар или в стену, если ты не рассчитаешь скорость на входе. Как, собственно, многие и делали. Надо понимать, что автомобили первых образцов управлялись очень условно, а водить вообще никто не умел. И любую ситуацию или траекторию, где человек может на большой скорости пытаться вписаться в поворот, надо было зарезать на корню.
Поэтому в правилах Уильяма были нарисованы простые схемы, как нужно проезжать перекресток, а как вот, блядь, не нужно ни в коем случае. Помимо простых и разумных правил, где и как нужно держать автомобиль на дороге, Уильям также придумал жесты при остановке или старте с места, что надо руку поднять, когда тормозишь или начинаешь движение. Стоп-сигналов и поворотников тогда тоже еще никто не придумал, если что. Он нарисовал схемы разворота и парковки. А также, впервые в мире, он придумал право приоритетного проезда для пожарных, полицейских, почтовых и медицинских автомобилей. По его мнению, все водители должны были этих ребят пропускать на дороге и перекрестках, а также не преграждать улицу, когда паркуешься или просто стоишь, чтобы автомобили экстренных служб могли всегда проехать по улице. Для нас в современном мире это какие-то очевидные постулаты движения. А тогда это был просто разрыв шаблонов. До Уильяма никто не подходил к регулированию движения с такой точки зрения. Но ведь мало придумать правила. Надо же еще сделать так, чтобы их все приняли, поняли, выучили и стали выполнять. А это совершенно другая задача. Особенно если учесть тот факт, что количество людей, кто элементарно умел читать, было довольно ограничено. Уильям закончил работу над первой версией правил дорожного движения в 1900 году. И также он еще написал отдельную книжку «Остро необходимая реформа уличного движения», в которой описал все необходимые действия, которые нужно предпринять, чтобы систематизировать потоки на улицах. Естественно, первым делом он пошел со всеми этими пирогами в департамент полиции Нью-Йорка с посылом, что «Пацаны, го нормально организовывать дорожное движение! Я создал!» Угадайте с одной попытки, что ему там ответили. Естественно, ему сказали, что это все, конечно, хорошо, но иди-ка ты, мальчик, погуляй от Седова, не мешай нам работать. Совершенно стандартная, нормальная реакция, так везде и всегда. Но благо, Уильям был упорным парнем. Он обивал пороги всех возможных учреждений, общался со всеми важными дядьками и всеми возможными методами пытался сделать так, чтобы его услышали. Но нифига не работало. В конце концов, он такой просто: пацаны, бля, давайте в виде листовок напечатаем эти правила, везде их повесим и будем информировать водителей, что вот такими методами водить разумнее и безопаснее. На что ему опять же ответили: вот тебе надо, ты и печатай. А у нас на это денег нет. Ты держись там, конечно, но денег нет. И Уильям пошел печатать. Он на свои деньги печатал и развешивал правила по всему городу. Он вешал их на всех важных перекрестках, в барах, на стадионах и во всех местах, где так или иначе толпились люди. Читать из них умело 1,5 землекопа, да, но Уильям пытался достучаться хоть до кого-нибудь. Он сам лично ездил по всем возможным мероприятиям для автомобилистов и выступал там с разъяснениями и объяснениями, почему правила важны и нужны. И по сути, единственные люди, кто поддерживал Уильяма в то время, это автомобильные клубы. На заре автомобилестроения автомобильные клубы были довольно большими площадками с серьезным уровнем влияния на автомобилистов, так как никаких других регуляторов тупо не было. Постепенно, по чуть-чуть, водители стали прислушиваться к голосу разума и стали следовать правилам. А правительство и полиция стало подмечать, что правила действительно работают. И когда трафик едет чуть организованнее, он едет быстрее, и пропускная способность улиц растет. И что еще важно, снижается аварийность. Вроде бы правила дорожного движения, особенно в такой простой редакции, это очевидная, логичная и очень понятная штука, которую вот нужно вот прям срочно вводить. Но у Уильяма ушло 9 лет на то, чтобы его услышали. Правила он выпустил в 1900 году, а официальную поддержку он получил только в 1909, когда правительство Нью-Йорка на уровне города утвердили эти правила как обязательные к исполнению. Не по всей стране, не в каком-то штате, а в одном конкретном городе. Так или иначе, Уильям Фелпс Ина – это человек, который подарил миру самые первые правила дорожного движения для автомобилей и смог воплотить эту идею в жизнь. После того, как его правила утвердили в Нью-Йорке, он, само собой, продолжил работу над дорожным движением. Параллельно с процессом по правилам, в 1903 году он спроектировал круговую развязку на Колумбус-Сёркл в Манхэттене. И фактически Уильям придумал круговые развязки в современном виде как таковые. Понятно, что площади существовали и до него, но там всегда было хаотичное движение. А Ина первым смог его систематизировать таким образом, чтобы движение было быстрым и безопасным. И по его же принципам, и под его же руководством было спроектировано круговое движение у Триумфальной арки в Париже и Пикадилли Серкус в Лондоне. А потом его принципы организации дорожного движения начали растаскивать по всему миру. Фактически, Ина всю жизнь занимался тем,
что воплощал в жизнь свои идеи и правила, которые он написал в своей книжке про реформу дорожного движения. И в какой бы стране мира вы бы ни находились, если вы выглянете в окно и посмотрите на дорогу, то автомобили по ней будут ехать по тем принципам, которые нам завещал дедушка Ина. Держаться правого края дороги при правостороннем движении и левого края дороги при левостороннем. По какой траектории нужно проезжать перекресток и так далее. Но, естественно, эти правила не могли решить все проблемы, которые стояли перед организаторами дорожного движения в то время. Да, они были полезными, но проблем было слишком много. И благо, что Уильям не единственный человек, которого волновало дорожное движение и кто работал над ним. Такой вопрос к вам. Какой город приходит на ум, когда мы говорим фразу «американское автомобилестроение»? Детройт, верно. Как можно догадаться из контекста этого материала, в Детройте проблем с дорожным движением было нифига не меньше, чем в Нью-Йорке. В каком-то смысле их было даже больше, так как все автомобили, которые катались по стране, в какой-то момент выехали из детройтских заводов, так как в условные 20-е годы подавляющее большинство автомобилей производилось в Детройте. И этот город настолько важен для автомобильного мира, что у нас про него даже есть отдельная документалка. Так вот, пока ребята в Нью-Йорке занимались изобретением правил, в Детройте додумались немного до другого. И чтобы нам нормально понять ситуацию, надо немного докинуть контекста. Ну, как обычно, без контекста мы не умеем. Организацией дорожного движения в то время занималась полиция. Ну, получалось у них это довольно условно на самом деле. Но по-другому и не могло быть в тех условиях. На каждом важном перекрестке, площади или любом другом дорожном узле движение организовывалось вручную. Стоял регулировщик и руками прям показывал, кому и куда нужно ехать. И само собой, чем больше становилось автомобилей, тем больше становилось и регулировщиков. Но между нами девочками толку от них было немного. Во-первых, водителям было плохо видно парней, так как автомобили того времени не были прозрачными. Сейчас, например, сквозь любой автомобиль нормально видно, так как у вас стекла со всех сторон. Исключение составляют только злоебучие фанаты тонировки. Но мы их пока трогать не будем. Пусть в сумраке посидят. В то время, если присмотреться повнимательнее, автомобили не были прозрачными. А это значит, что сквозь трафик ты вообще нифига не видишь. Ни сквозь автомобиль, который впереди тебя, ни сквозь автомобиль, который рядом с тобой. Во-вторых, мало того, что сквозь машины ни хера не видно, так и еще и в любом оживленном месте шастает дофигища пешеходов, которые ходили где кому как вздумается, само собой. И среди месива людей заметить инспектора, который никак особо из толпы не выделяется, та еще задачка. А пока ты тупишь и не можешь понять, можно тебе ехать, нельзя тебе ехать, куда вообще ехать, что я тут делаю, мама, помогите. Водители сзади бесятся и сигналят, так как они вообще не понимают, что там происходит, и не в курсе, есть там инспектор или нет. Нифига ж не видно. В-третьих, сами регулировщики не особо добавляли какой-то порядок в движении. Они не знали, на какой улице насколько длинный затор, какие улицы свободнее, куда перенаправлять трафик. Нифига не понятно. Тебя просто ставят посреди перекрестка и говорят: разруливай. И ты такой: ну давайте вот сейчас вы поедете. О, что-то там парни разгуделись, ну вы тогда постойте, давайте вы пока проезжайте. И вот так целый день, абсолютно на каждом важном перекрестке в городе. В-четвертых, прикиньте штат полиции, которая должна обеспечить каждый перекресток в городе живым инспектором, а на сложные участки поставить сразу нескольких. Притом, строго говоря, им эта функция вообще не уперлась, так как в обязанности полиции вообще-то не входило регулирование потоков движения. Им просто отдали эту задачу, так как другим тупо не всучить. Пожарников ты же не заставишь машинки разгонять. Плюс надо понимать, что весь этот штат регулировщиков надо обучать. Хер пойми, чему их там учили, честно говоря, так как правил-то не существовало. Но раз есть должность, значит и должно быть образование. А также им надо платить зарплату, их надо обеспечивать оборудованием, формой и так далее. Плюс ты не можешь в полицию просто так набрать людей по объявлениям. Нужен полный цикл подготовки кадров для силового ведомства. Там типа физуха, ходить строем, психологическая подготовка, курс по поеданию пончиков и так далее. В-пятых, помимо того, что ни хера не видно и непонятно, не стоит забывать, что инспектор — это живой человек. Он может заболеть, он может затупить, он может перегреться на солнце, промокнуть под дождем, замерзнуть на холоде и так далее. В конце концов, выбесит его хорошенечко кто-нибудь с утра своим: «Все в порядке, у нас настроение, ничего не случилось».
И целый перекресток весь день будет стоять и неэффективно работать из-за того, что человека с палкой все, сука, блядь, нахуй заебало. Короче, мало того, что функция нормально не выполнялась, так как человек все-таки существо не самое эффективное, так еще и кадровый голод, на все рук тупо не хватает, и все это неэффективное и громоздкое чудовище еще и стоит овер до хера американских USD долларов. Такая вот ситуация. Но, несмотря на то, что ребята просто стояли на перекрестках и в ручном режиме пытались сделать жизнь города немного проще, одно из фундаментальных понятий в дорожном движении появилось благодаря полиции Детройта. Точнее, благодаря одному регулировщику. Человека звали Гарри Джексон. Это все, что о нем известно. Мы даже фотографии его не смогли найти, но его имя упоминается сразу в нескольких научных работах по урбанистике Детройта и по организации дорожного движения. Поэтому я склонен верить, что этот человек действительно существовал. Гарри постоянно регулировал перекресток из двух улиц. И на одной из этих улиц не было нормального обзора для водителя. Там то ли здания были какие-то, то ли мелкие постройки мешали водителям видеть, что происходит на перекрестке. И как писал Гарри в своем отчете, ему постоянно приходилось притормаживать поток с этой улицы, чтобы водители могли его безопасно проехать. В какой-то момент, в 1914 году, Гарри подумал, что чё он парится, надо повесить какую-нибудь предупредительную херню для водителей, чтобы они заранее видели, что им надо бы немножечко притормозить. Надо сказать, что знаки, как таковые, уже существовали к тому моменту, в каком-то виде. Но вот как раз от того, что они существовали в каком-то виде, читай, хер пойми в каком виде, они нормально не работали. Фактически это были просто деревянные таблички, на которых что-то кто-то писал, как ему вздумается. Никакого регламента ни для одного знака не существовало в природе. А знаете, что еще было квадратное, прямоугольное, деревянное или фанерное и висело на каждом углу в то же время? Реклама и вывески, на которых писали, что кому вздумается. Они висели на каждом доме, на каждом углу и у каждого магазинчика. А в центре вообще все всегда было увешано различной рекламой. И среди таких вывесок распознать знаки, которые о чем-то пытаются сообщить водителю, было просто нереально. Цветом они не выделялись, формой тоже. Да и не существовало практики, чтобы в какой-нибудь стране, в каких-нибудь важных местах висели какие-нибудь одинаковые знаки. Но нашему герою это не помешало. Гарри был довольно смышленым и ленивым персонажем с хорошей такой долей пофигизма. А это идеальная смесь для изобретения новых штук. Он, недолго думая, взял обычную квадратную табличку, отпилил от нее углы, чтобы получилась уникальная восьмиугольная форма. Написал кисточкой на этой табличке здоровенную надпись «Стоп» и повесил на перекрестке со стороны той улицы, где ему приходилось притормаживать движение. И это сработало. Водители действительно стали самостоятельно снижать скорость, так как напрягались, что тут сейчас что-то будет опасное, судя по всему. Просто так же тут никто такую надпись не повесит, поэтому надо убедиться, что все в порядке. До полной остановки мало кто тормозил, так как не было такой практики и правил. Но притормаживать и озираться по сторонам начали абсолютно все. Фактически, чувак просто хотел немного облегчить себе работу, но сам того не подозревая, он изобрел фундаментальный принцип в организации дорожного движения. Правило приоритетного проезда перекрестка. Как мы с вами помним, никаких узаконенных понятий очередности проезда и приоритетности проезда в то время не существовало. Кроме правила приоритета у пожарников, скорой помощи, полиции, почты в Нью-Йорке. Хотя надо помнить, что эти правила были условными, так как они носили рекомендательный характер. А по всей стране у тебя вот просто есть дорога, какие-то улицы, машины, и все. Развлекайся как хочешь. Но как только Гарри вкорячил на своем перекрестке знак «Стоп», мало того, что водители на прилегающей дороге стали аккуратнее, на основной дороге трафик поехал быстрее. А вот этого эффекта Гарри вообще не ожидал. Водители довольно быстро прочухали, что этот участок основной дороги теперь можно проезжать быстрее, так как трафик с прилегающей дороги точно притормозит, и как минимум его можно будет безопасно объехать, а то и вовсе тебя пропустят. То, что перекресток поехал быстрее, было очевидно из журнала наблюдений. Каждый инспектор, который регулировал какой-либо участок дороги, должен был каждый день заполнять вот такую табличку, по которой было понятно, сколько времени какое место города стояло. И у Гарри тоже был такой журнал, само собой. Как только Гарри рассказал в департаменте о своих наблюдениях и показал результаты, практика со знаком моментально распространилась по Детройту, так как все постовые хотели себе хоть немного облегчить жизнь и разгрузить дороги. На всех сложных и ответственных участках все обвесили знаками «Стоп», чисто по усмотрению полицейских, которые работали на этом участке. Потому что
Люди на Земле лучше всех знали, какие проблемы есть на их участках и куда стоит повесить знак. И это сработало. Мало того, что аварий на перекрестках стало заметно меньше, так еще и водители чувствовали себя увереннее и ехали быстрее. Как только всем стало очевидно, что знак приоритета работает, руководство полиции и инженеры по дорожному движению тут же подтянулись к этой ситуации и стали формировать приоритетные для проезда улицы. Где-то это было вполне очевидно, на какую улицу нужно воткнуть приоритет. Где-то просто ставили наугад. Но все основные улицы очень быстро оборудовали такими знаками приоритета. И идея с восьмиугольной формой на практике оказалась просто гениальной. Даже без выделения цветом знак хорошо выделялся на фоне всего городского мусора из разных табличек и таким образом привлекал внимание водителей. Но довольно быстро инженеры додумались красить знаки в желтый цвет, так как им казалось, что такая раскраска лучше всего привлекает внимание водителей. А в 1922 году Американская ассоциация служащих городских дорог сертифицировала и стандартизировала знак «Стоп» для всех дорог США. Он имел всю ту же восьмиугольную форму, ярко-желтый цвет и черную надпись «Стоп». И в таком виде знак просуществует аж до 1954 года, а после станет красным по всему миру. Вообще, невозможно посчитать или даже хоть как-то в теории прикинуть, какое количество человеческих жизней спасло такое вот незамысловатое изобретение обычного регулировщика. По сей день знак «Стоп» является самым главным знаком и фундаментом в безопасном, упорядоченном дорожном движении. Это единственный знак, который имеет восьмиугольную форму во всем мире. Знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу», которые появились сильно позже, тоже имеют свою уникальную форму только лишь для того, чтобы все три знака невозможно было спутать с другими знаками, так как это основа основ. Все остальные правила и ограничения не имеют такой силы и влияния на дорожную ситуацию, как знаки приоритета. И спасибо за это мы должны сказать фактически безымянному инспектору полиции Детройта, о котором никто не знает и никто не помнит. Если полезть в Google и вбить там знак «Стоп», то везде будет информация, что он просто так, сам собой появился. Где-то будет написано, что он появился в 2015 году, где-то в 2022, где-то в 2017. Но везде будет информация, что все произошло само собой. Как будто бы так в мире бывает, когда что-то появляется просто потому что. Я сам не знал об этом человеке, как я уже сказал, и нашел упоминания в нем в таких труднодоступных местах, куда обычный человек точно не полезет. А в реальном мире, на самом деле, большие дела очень часто совершаются маленькими и незаметными и никому неизвестными людьми. И лично я от себя могу сказать только спасибо, Гарри, тебе за твою смекалку и за то, что подарил нам возможность уверенно и спокойно ездить по дорогам, зная, в какой момент кого ты должен пропустить, чтобы проехать перекресток безопасно. Знаки приоритета и первые редакции правил дорожного движения давали прям заметный результат на дорогах. В местах, где раньше все адово стояло, трафик постепенно ускорялся. Понятно, что нагрузка на транспортную систему все еще была огромной, но дороги действительно двигались лучше. Отрицать эффективность этих методов регулирования транспортного потока было просто глупо. Как вы думаете, как обычные граждане восприняли нововведение, которое помогло ускорить движение по всем городам в стране? Из-за появления знаков «Стоп» и принципов движения теперь можно было доехать до центра, меньше времени терять в адских пробках, стало меньше мелких ДТП, которые могли запереть трафик на улице и так далее. Какая реакция была у общества на всю эту движуху? Люди бастовали против знаков «Стоп» всеми возможными методами. Это не шутка. Люди срывали и уничтожали знаки. Целыми районами бастовали против установки знаков, писали гневные письма во всевозможные инстанции, в полицию и даже подавали в суд. Не шутка. Люди — это вообще такие ребята. Если кто-то пытается сделать хоть что-то полезное, то тут же нужно прийти, все обосрать, запретить, автора заплевать и ни в коем случае не менять нашу сложившуюся жизнь. И это не только в России или в Штатах. Так везде. Это нормально. Всегда было, есть и будет. Нужно просто иметь это в виду. Особенно, если ты собираешься сделать что-то хорошее. Основным ядром недовольных были пешеходы, которые утверждали, что новые знаки — это прямое посягательство на их права и свободы. На этом моменте у вас может в голове возникнуть вопрос: при чем тут, блядь, нахуй правила приоритета для автомобилей и права со свободами пешеходов? Да, вопрос логичный.
Я тоже сначала охренел, когда раскопал тот факт, что люди протестовали против знаков приоритета. Но вот какая у них была логика. Еще раз вспоминаем нашу уже любимую картинку, когда у вас вообще нет никаких правил приоритетного проезда, и убираем из этой картины все светофоры, вообще все знаки, все пешеходные переходы и все правила дорожного движения. Вот у вас вообще нет ни хера, только дороги, автомобили и люди, которые шастают туда-сюда по городу. А, и коней с телегами еще туда докиньте. Они еще были на дорогах в заметном количестве в то время. В такой картине ты, как водитель, никуда быстро не поедешь, на чем бы ты ни ехал. Я бы вообще никуда не поехал, честно говоря. Но когда никто быстро никуда не едет, все на шухере и еле ползут, то пешеходам очень удобно ходить туда-сюда по городу, вообще не обращая внимания на автомобили. В то время, когда люди переходили дорогу, они даже по сторонам не смотрели. Они просто шли вдоль дороги, поперек дороги, по диагонали, вдоль площади, между рядами, как угодно. Вообще на похер. И всех все устраивало. Особенно пешеходов. Ну, кроме тех пешеходов, которых раскатывали по асфальту, но мы до них еще доберемся. Копать, благо, не глубоко. Когда появились приоритеты, когда на некоторых участках дороги водители почувствовали небольшую уверенность в том, что никто не приедет им в бочину и не перегородит дорогу, они поехали чуть быстрее, и вот пешеходы тут напряглись. Когда по улице фигачит поток со скоростью больше, чем 5 км в час, ты уже на уверенной роже под колеса не полезешь. А так как некоторые улицы прям полностью выделяли приоритетом, начали формироваться улицы с плотным потоком и относительно высокой средней скоростью. А как такое переходить, когда нет пешеходных переходов? Никак. Кто-то, конечно, с боевым кличем японского камикадзе штурмовал дорогу, но таких было немного. И по понятным причинам становилось все меньше с каждым днем. Плюс в район, в который устанавливали знаки, тут же приезжал весь трафик, так как водители тоже не дураки. Если есть улица, по которой можно проехать с приоритетом и без нервов, то все по ней поедут. И по итогу любая улица, которую полиция или городские инженеры выделяли в приоритет, становилась просто непроходимой для пешеходов. Ты живешь у себя в тихом районе, ходишь по своим делам туда-сюда, в магазинчик, там, в булочную или в бар, не особо сталкиваясь с автомобильным трафиком. Потом, без предупреждений и объявления войны, у тебя по всему району вешают кучу знаков, и уже через пару недель через твой район фигачит автомобильный трафик, и дороги перейти просто нереально. А как булочки покупать? А как в баре бухать? Вот, собственно, поэтому ребята и бастовали. Прикольнее всего было судам, в которые люди подавали иски. Реально, люди приходили в суд и такие: эти дорожные бабуины нарушают мои права и свободы. Я не могу из-за быстроедущих автомобилей дойти до моей любовницы через улицу. Немедленно требую всех автомобилистов обоссать и сжечь. Готов в данный момент приступать к обоссыванию. И на это ответить как бы нечего. Вроде бы да, ущемление налицо. А вроде бы вот, что с этим заявлением делать-то? Запретить автомобили? Обычно суды отмалчивались и всеми возможными методами спускали дела на тормозах. Но в Иллинойсе в 1922 году ребята все-таки добились своего, и суд штата запретил знаки «Стоп» по всему штату. Ага, за ущемление прав и свобод пешеходов. Правда, запрет продержался недолго, буквально пару лет, но все равно прецедент прикольный. Столкновения точно так же происходили и в высших кругах. Как ни странно, против правил приоритета и приоритетных улиц протестовал бизнес. Тут логика была следующая. Как только люди, отвечающие за трафик, прочухали, что приоритетная дорога едет быстрее и разгружает соседние улочки, ребята стали пытаться отводить трафик от центра города. В каждом большом городе самое проблемное место — это центр. Во-первых, центр просто сам по себе популярное место города. Во-вторых, раньше города были так устроены, что если тебе нужно ехать с юга города на север, например, то тебе по-любому нужно будет проехать через центр. И вот как раз таких проезжающих мимо ребят из центра всегда нужно убирать, так как там и без них плотненько. Собственно, городские инженеры в том числе и решали эту проблему установлением приоритета на улицах, которые объезжали центр. Само собой, часть трафика из центра уезжала на эти объездные улицы, и бизнес, который находился в центре, такой: это же наши потенциальные клиенты, куда верните-ка всех взад,
К ребятам из бизнеса сразу же присоединились все владельцы недвижимости в центре, так как чем меньше в центре людей и чем меньше в него люди ездят, тем дешевле там стоит недвижка. А это расходы, а это не надо нам тут. Пусть все погибнут в пробках, но убытки мы терпеть не будем. А если учесть, что владельцы недвижимости в центре — это обычно очень влиятельные ребята, их сопротивление очень сильно мешало отводу трафика из центра. Самая жесткая борьба с городскими элитами была в Бостоне. Там ребята хотели сделать целое скоростное шоссе, которое отводило бы трафик от центра. Но верхушка яростно защищала привычное положение дел. Они оправдывали это все тем, что дорога дорогая, нафиг оно вообще надо, сделать только хуже и так далее. И по этим столкновениям написана даже целая научная работа, которая так и называется «Битва за улицы». Жуткая нудятина на самом деле, но для таких гиков, как я, очень интересная. Простого решения не было. Всегда, когда в каком-то вопросе затрагивается интерес большого количества людей, быстро и легко ситуация не разрулится. И вокруг каждой новой дороги или какой-нибудь приоритетной улицы разгорались жаркие споры, которые могли длиться годами. Но все-таки преимущество упорядоченного движения было налицо, и вопрос медленно и постепенно двигался. С помощью знаков приоритета в каждом крупном городе формировались так называемые скоростные магистрали, по которым двигался весь основной трафик вместе с трамваями и другим общественным транспортом. Пешеходам, конечно, было грустно от этого. Иногда даже смертельно грустно, но что поделать? Закапывать, что еще поделать? Но очень смелый и отважный корм для земляных червей нас в данный момент не сильно интересует. А вот что нам важно. Знак «Стоп», который закреплял правила приоритетного проезда, был довольно рабочей штуковиной, но мог помочь далеко не во всех ситуациях. Когда у вас есть основная и прилегающая дороги, знак работал идеально, вопросов нет. Но что делать, когда в одно место приходят сразу несколько дорог? На какую-нибудь площадь, например. Или у вас есть перекресток из двух равнозначных загруженных улиц. И вот на таких точках знаки «Стоп» тупо не работали. Точнее, если вы просто на одну из таких дорог повесите знак «Стоп», то на этой улице вы создадите жуткий затор, который будет рассасываться только ночью, когда на основной улице закончатся автомобили. В такой ситуации, когда нужно, чтобы две или более дорог двигались без помех, при этом безопасно и с одинаковым приоритетом, мы с вами упираемся не в то, кто главный, а кто второстепенный, а в вопрос, кто в каком порядке едет. И это было следующей большой задачей, на которой нужно было очень быстро найти решение. Кто в каком порядке едет? Это извечный вопрос не только дорог, но и, в принципе, любого движения. Даже о том, кто первее проходит в дверь или заходит в помещение, люди спорят всю свою историю. Когда-то первым в помещение заходил мужчина. Потом обряды поменяли, и стало правильно по-джентльменски открывать дверь даме, а самому заходить следом. Сейчас, в современности, как мы с вами видим, что если ты рвешься открывать дверь, то ты не джентльмен, а сексист, который считает девушек слабенькими существами, которые не способны и не в состоянии сами себе открыть дверь. В этом плане мир может развлекаться как угодно, но я лично до глубокой старости буду открывать всем девушкам и бабулькам двери, как бы меня за это ни называли. Такой вот я человек. Но на дорогах, как правило, первым всегда ехало начальство. Кареты особо обеспеченных граждан, государственных чинов, ну и вот эти все ребята. Кто выше по иерархии, тот проезжает. Если бы, условно говоря, в царское время какой-нибудь холоп на кривой лошади полез бы на перекрестке вперед кареты какого-нибудь достопочтенного гражданина, то жопа у этого господина горела бы очень знатно. А потом жопа горела бы у холопа. От миллиарда роск и побоев. Такой вот круговорот горелых жоп в обществе. Но когда автомобилей стало слишком много, и иерархия чинов уже не работала, твоего чина сквозь машину, извините, не видно. Да и не до этого вообще. Нужно перекресток разгружать, давать машинам проезжать и так далее. Короче, этикетом проблему не зарешать, каким бы галантным ты бы ни был. В 1900-е годы на вопрос, кто в каком порядке едет, собственно, отвечали все те же самые регулировщики. Они в ручном режиме на свое усмотрение тормозили одну улицу, давали право проезда другой улице, выжидали какое-то достаточное, по их мнению, время и давали очередь другим автомобилям, как мы с вами уже знаем. И также мы с вами знаем, что регулировщик — это штука малоэффективная, если мы говорим о всех перекрестках и площадях в стране. Поэтому параллельно со всей движухой с знаками «Стоп», пробками и общественным возмущением по поводу развивалась система, которая отвечала бы за очередность проезда перекрестков.
На тот момент, на условные 1910-е годы, самой эффективной системой, отвечающей за очередность проезда, была система семафоров на железных дорогах. И работала она великолепно, четко и практически без сбоев. Что такое семафор в то время в двух словах? Это такой здоровенный столб, который стоит вдоль путей с двумя крыльями, которые сигнализируют машинисту, можно ли ехать или надо стоять. С учетом того, какие риски несет несоблюдение сигнала семафора на железной дороге, это очень жесткое правило. Если кто-то из машинистов нарушит знак семафора, то в лучшем случае просто пара составов сойдет с рельс. А в худшем огромное месиво из вагонов и человеческих тел вам обеспечено. А еще повреждение путей, блокировка дороги на долгий период из-за ремонта и огромные убытки. Поэтому сигнал семафора считывался не как «остановитесь, пожалуйста», а как «стоять, блять, на месте и не дергаться». И такая система очень хорошо работала на железных дорогах и обеспечивала правильную очередность проезда. Когда риски и ответственность очень высоки, люди очень хорошо слушаются правил. Поэтому, когда появился вопрос с организацией очередности проезда на автомобильных дорогах, поначалу в них пытались интегрировать семафоры. Первые версии появились в Британии, во Франции и в Штатах, само собой. Но эффективность была нулевая. Водители просто не слушались. Они их либо не замечали в общей массе вывесок, фонарей и прочего говна, либо просто забивали болт. Так как я же вижу, куда еду. Там никого нет? Никого нет. Поэтому что это я тут буду стоять, когда могу проехать? А когда кого-то ловили инспекторы за несоблюдение, то все такие: о, простите, не заметил, извините. И надо сказать, что такие семафоры реально было плохо видно, особенно по вечерам или в дождь с туманом. Люди на регулировщиков-то не всегда обращали внимание, а тут какой-то столб с табличками, хер просты, что с ним делать, я ж не машинист, я ж не знаю. Вариаций семафоров было огромное количество. По всему миру то тут, то там изобретали различные формы и виды столбов с указанием очередности проезда. Но реального эффекта это не имело. В Штатах над применением семафоров на дорогах общего пользования бились там что-то 22 года. Первый появился в 1908 году, а последний сняли в 1930-м, так как от них не было никакого толка. Как и не было толка от регулировщиков в будках, над которыми тоже ставили эксперименты. Кто-то подумал, что раз регулировщика никому не видно, так как он стоит в толпе и никак не выделяется из общей массы, давайте поставим будку, которая будет выше всех людей и потока автомобилей. Поставим туда человека, и пусть он из нее дирижирует всем этим оркестром. Первая такая будка появилась в 1915 году, а закончили они свое существование в 1930-м вместе с семафорами. В какой-то момент с изобретением лампы накаливания и появлением электричества в городах человечество в некой своей массе допирает до того, чтобы заменить семафор на такую же хрень, только с лампочками. Самый первый светофор в Штатах появился в Кливленде в 1914 году на перекрестке 105-й улицы и авеню имени Эвклида, которое туда поставило местное отделение полиции, само собой. Это была простая коробка с двумя лампочками, одна зеленая, другая красная. И, само собой, к этому светофору в комплекте шел сотрудник, который все так же в ручном режиме останавливал поток и разрешал другому ехать. Но теперь он это делал под сигналами светофора. И переключал сигналы этот человек тоже в ручном режиме. Нужно это было не столько потому, что не существовало какого-то механизма автоматического переключения, а просто потому, что как только инспектор уходил, все дружно забивали болт на светофор и ехали как хотели. Но все равно, даже несмотря на то, что у тебя человек физически дергает рубильник, а потом еще машет руками, чтобы объяснить сигнал светофора, светофор оказался полезен, так как его было хорошо видно водителям, наконец-то хоть что-то им было видно. А спустя 3 года отделение полиции Детройта придумало добавить к нему еще и желтый сигнал, чтобы проезжающий поток автомобилей успел очистить перекресток. Но, несмотря на то, что светофоры уже в каком-то виде существовали, отцом всех светофоров на планете считается вот этот человек – Гаррет Морган, один из выдающихся изобретателей Америки. Выдающийся он в первую очередь тем, что он был негром. Как нетрудно заметить. Хера себе, да, конечно, вот это достижение, да, я бы тоже так смог. Может подумать кто-то из вас. А если я вам скажу, что он первый чернокожий известный изобретатель Америки, тоже неудивительно подумаешь, мне первый негр, который научился писать и читать, можете вы мне возразить. Но нет, тут ситуация немного интереснее. Сейчас поясню. Гаррет родился в семье бывшего раба Сиднея Моргана в 1877 году. Вроде бы недавно было, всего 150 лет назад. Но тогда, если ты родился с неправильным цветом кожи, то рассчитывать ты мог только на доброго и благосклонного хозяина. Если тебя считали объектом чуть более значимым, чем входной коврик у двери,
то это уже успех и большое везение. Официально рабство в США отменили в 1865 году, через 2 месяца после окончания гражданской войны в США. Все дружно подписали бумажки, что негры теперь тоже люди, и разошлись довольны. Но не мне вам объяснять, что подписанные бумажки — это одно, а реальная жизнь — это немножечко другое. Устои и представления людей, что правильно, а что нет, по щелчку пальца не меняются. Поэтому, собственно, хоть рабство и отменили, кардинально жизнь черного населения не поменялась. По крайней мере, отношение к ним было ровно такое же, как и раньше. Только к общему мнению, что чернокожий человек — это что-то на уровне животного, добавилось еще и общее возмущение тем фактом, что теперь с их мнением еще и придется считаться и вообще принимать его во внимание. И естественно, чернокожее население жило отдельно, своими коммунами, а с их правами никто особо не считался. Даже если кто-то где-то убивал негра, то на это успешно закрывали глаза. Одним меньше, одним больше, кому какая разница, солнце сядет, их все равно не видно. Вот в такой атмосфере и обществе родился и рос маленький Гаррет. Так как он был из семьи бывшего раба, рассчитывать на хоть какую-то удачную стартовую жизненную позицию ему не приходилось. Выжил и уже хорошо. Не все его 11 братьев и сестер справились с этой задачей, кстати говоря. Буквально с несколькими классами школьного образования он переезжает в Кливленд в поисках своего пути. Но единственная работа, которую он мог найти, это работа в поле у землевладельца. Так как все-таки негры, не забываем. Да, свободный, да, уже человек, но грядки сами себя не прополют. Несколько лет ему пришлось работать на плантациях, но несмотря на то, что платили ему там что-то около бесплатно, он умудрялся каким-то образом оплачивать репетитора, который просто давал ему нормальное базовое образование. А после того, как Гаррет разобрался со школьной программой, он ударился в физику и всякие инженерные штуки, так как ему это очень нравилось. Не могу сказать, что его землевладельцу это очень нравилось, но Гаррет особо его не спрашивал. Свободный же человек все-таки, не забываем. В какой-то момент Гаррет начинает интересоваться швейными машинками. Не тем, что швейные машинки, а тем, что очень много людей тогда шили одежду сами себе. Особенно чернокожее население, так как денег на одежду особо не находилось. А так как машинок было много, все они были дешевые, и кривой конструкции, откровенно, ломались они тоже очень часто. И Гаррет решил, что может решать этот вопрос. Плюс он придумал несколько улучшений для швейных машинок, запатентовал их и открыл свою мастерскую, где он ремонтировал и улучшал машинки, делая их надежнее. В чем была суть его патентов, нам не важно. Важно то, что его дело начало набирать обороты, из-за чего Гаррет смог спокойно свалить со своей плантации, заниматься своим делом, которое он открыл, кстати говоря, вместе со своей женой. Было это где-то в районе 1907-1908 года. Точную дату история умалчивает. В какой-то момент, когда уже существовала мастерская, Гаррет озадачился проблемой шерсти. Не своей, а материалом для одежды. Проблема была в том, что машинки очень часто ее подпаливали, так как игла двигалась слишком быстро, и волоски тупо начинали тлеть. А Гаррет подумал, что можно попробовать придумать какой-нибудь состав, который можно будет наносить на шерсть, либо на иглу, чтобы снизить трение, и чтобы спокойно шить одежду из шерсти. Он заперся у себя, где он там заперся, и начал экспериментировать. Ничего толкового у него не получалось, но в один из экспериментов у него получилась какая-то жижа, которая очень хорошо распрямляла волокна шерсти. Ты ее наносишь на кусок шерсти, и буквально через 15 минут кучерявые волокна шерсти превращаются в идеально ровные. Гаррет решил, что надо опробовать эту хрень на чем-нибудь еще, так как стало очень интересно. На себе в первое время он пробовать побоялся, но соседская собака идеально подошла под первого подопытного. Все-таки в то время собаки уже стояли по субординации чуть ниже, чем негры, поэтому все было справедливо. Гаррет измазал пёселя жижей и ушел по своим делам. Вернувшись через какое-то время, убедился, что пёсель с прямыми волосами, довольный, хвостом виляет, значит, жижа получилась безопасной. А раз уж пёсель не облысел от таких приколов, то и со мной все будет в порядке, подумал Гаррет и начал тестировать состав на себе. Что-то мне подсказывает, так, чисто с точки зрения мужской любознательности, что Гаррет выпрямлял на себе все волосы, которые он только смог у себя обнаружить. Но во всех официальных материалах, биографиях и так далее говорится, что он выпрямлял себе волосы только на голове. Да-да, охотно верю. Возможно, кто-то из вас сейчас такой: подожди, что ты нам тут затер? Какой нахуй выпрямитель для волос? Мы же про дорожное движение говорим. Алло, мы как тут вообще оказались? Понимаю ваши переживания, но я профессионал, доверьтесь мне. Нам это важно потому, что Гаррет запатентовал эту жижу и начал продавать ее чернокожим в нереальных объемах. Девушки толпой скупали это средство, так как мы же с вами знаем стандартную проблему девушек, что если у тебя прямые волосы, то их нужно обязательно завить. Если у тебя кудрявые волосы, то их обязательно нужно распрямить. И вот, какие у негритянок волосы?
Вот вам и идеальная бизнес-модель. Крем был настолько успешен, что Гаррет смог сделать на нем целое состояние по меркам того времени и с поправкой на то, что он был негром. И Гаррет стал первым чернокожим гражданином в Кливленде, который смог себе позволить личный автомобиль. Вот зачем я вам это все рассказываю. Ну и история с песелем прикольная. Когда Гаррет сел за руль своего автомобиля и стал ездить по городу, он просто охерел. Не от того, что он смог купить себе автомобиль, а от того, насколько сильно его прессинговали на дороге. А мы же с вами помним, что бумажки подписали, негры теперь не рабы, тоже люди, но на реальные отношения бумажки очень редко могут оказать влияние. И ладно, когда обычные водители подрезали и не давали проехать Гаррету. Отдельный пожар его жопы с прямыми волосами случался у него на каждом перекрестке, который регулировался полицейским. Когда регулировщик видел, что на перекресток подъезжает негр за рулем, он такой: о, все, эта улица стоит до завтра, все остальные пацаны езжаем как по кайфу. И это жутко бесило. Ты выбился из самого низа, ниже семьи раба быть не может. Ты много работал и учился. Благодаря своей голове и своему труду ты сделал что-то полезное для людей, чтобы сделать их жизнь лучше, за что они тебе отплатили деньгами. А потом обычные люди тебя на дороге в хер не ставят, просто потому что ты другого цвета. И естественно, это происходило не только на дороге. Через несколько лет после того, как Гаррет придумал свой крем для выпрямления волос, ему приходит идея о том, как сделать специальную маску, которая может помочь пожарным дольше находиться в горящем здании. Это выглядело как маска с капюшоном, из которой выходил длинный шланг со специальным фильтром-губкой на конце. И этот шланг, по сути, валялся на полу, где задымление всегда ниже, чем вверху, и через него можно было спокойно дышать. Гаррет назвал свое изобретение капюшоном безопасности, а мы с вами уже знаем, что эта штука называется противогаз. И Гаррет изобрел и запатентовал его самым первым в мире. Эффективность изобретения была очень наглядна. Гаррет брал шатер, разводил в нем огонь, ждал, пока там накопится много дыма, залезал внутрь и мог там сидеть по полчаса, не испытывая вообще никаких проблем. Но пожарные и военные, которым было полезно это изобретение, не могли даже допустить мысли о том, что они будут ходить в маске, которую придумал выходец из семьи рабов. Они лучше с открытым лицом и круглой грудью задохнулись бы в помещении, чем напялили бы на себя вот это. Гаррету приходилось для презентации нанимать белого актера, который выдавал себя за автора изобретения, а сам Гаррет выступал подопытной обезьянкой, которую запихивали в задымление, чтобы показать эффективность изобретения. И вот с такого ракурса все нормально воспринимали эффективность изобретения и соглашались на то, что да, окей, теперь это можно использовать. И вот такое отношение к чернокожим людям было всего лишь навсего 100 лет назад. В 1916 году при бурении тоннеля в Кливленде произошел взрыв природного газа, который обрушил тоннель, и все рабочие оказались под завалами. При этом в остатках тоннеля все было настолько сильно в пыли от бетона, что туда не могли войти спасатели, чтобы помочь людям. Гаррет вместе со своим братом, нацепив свои капюшоны, полезли в завалы и смогли спасти 2 человек, а также вытащить 4 погибших из-под завалов. После этой трагедии всем стало очевидно, что противогаз Гаррета действительно рабочая вещь, и пожарное управление вместе с армией стали закупать их у компании Гаррета. При этом за свое изобретение и героический поступок при обрушении тоннеля его номинировали на награду, но лауреатом он не стал, так как цвет кожи не забываем. Нереально подсчитать, сколько человеческих жизней спас противогаз, который изобрел Гаррет. Но этот вклад никоим образом не отразился на жизни этого человека, так как все равно для простых людей он оставался негром, считай, второсортным человеком. Гаррет очень много публично выступал, указывал на проблемы в обществе, но поддержку он находил только у чернокожего населения. Белые люди, даже несмотря на все его заслуги, ни во что Гаррета не ставили, особенно на дороге. История умалчивает, взял ли Гаррет уже существующую на тот момент идею светофора, или придумал свой собственный, ни за кем не подглядывая. Но он стал первым изобретателем, кто изобрел свою собственную конструкцию светофора в 1917 году и запатентовал его в 1922, которая выглядела вот таким образом. И самое важное, он решил, что добьется, чтобы на каждом важном перекрестке движение регулировалось именно светофором, а не человеком. Как писал сам Гаррет, светофору безразлично на ваш цвет кожи, на стоимость вашего автомобиля и на ваш социальный статус. Светофор — это единственный механизм, который делает всех водителей абсолютно равноправными на дорогах. А это именно то положение дел, к которому мы должны стремиться. И его услышали. Во-первых, не только негров ущемляли на дорогах.
свои автомобили были тогда у какого-то считанного количества чернокожих на всю страну, но они очень часто работали водителями у белых людей, и их щемили при каждой возможности. Во-вторых, водителей грузовичков тоже постоянно не пускали на перекрестках и зажимали в потоке. В-третьих, из нашей документалки про маслкары мы помним, что 20-е годы — это сухой закон, мафия и лихачи с автоматами на дорогах. А светофору действительно плевать на ваш социальный статус, на ваш автомат в багажнике и на ваш цвет кожи. Все одинаково либо стоят, либо едут. И благодаря упорству Гаррета, его постоянным публичным выступлениям, сотрудничеству с автомобильными клубами и искренним желанием убрать несправедливость с дорог общего пользования, общество очень бурно приветствовало каждый новый светофор. Дорожные инженеры Кливленда проводили исследования, которые показывали, что 98% водителей слушаются сигнала светофора, тогда как знак «Стоп» слушается только 41% водителей. А общественная поддержка исследования сигналом светофора позволили полиции устанавливать автоматические светофоры, которым не нужно было представлять инспектора, чтобы он следил за исполнением. Плюс таксопарки, автобусные парки, службы доставок и прочие ребята, кто был заинтересован в хорошей организации дорожного движения, стали выделять собственные деньги на установку светофоров на ключевых для них маршрутах. Во-первых, им было выгодно, когда трафик движется быстрее. Во-вторых, это был очень хороший пиар-ход, когда компания публично поддерживала равенство и уважение на дороге. Плюс полиция наконец-то смогла сократить штат регулировщиков. Например, отделение полиции Нью-Йорка в 1930 году отчитывалось, что введение светофоров помогло сократить штат регулировщиков с 6000 человек до 500. А это экономия примерно $12,5 миллионов чисто на зарплатах. И на 1930 год это просто огромная сумма. Таким образом, по сути, из-за жуткого чувства несправедливости по отношению к себе и неуемного желания поменять это положение дел, Гаррет Морган стал заметным общественным деятелем и всемирно известным изобретателем светофора. То, что именно он его изобрел, это спорный факт, конечно, так как до Гаррета светофоры уже существовали, но без трудов этого человека они не стали бы в одночасье настолько популярны на дорогах. Да, когда-нибудь, потихоньку, всю страну все равно бы обвесили светофорами. Но благодаря Моргану это произошло молниеносно по меркам истории. А чем больше было светофоров и чем быстрее их устанавливали, тем большее количество людей могли спокойно и безопасно добраться до своего дома. По сути, к 1930 годам сформировались фундаментальные постулаты организации дорожного движения. Первые правила — понятие о приоритетности проезда перекрестков и понятие очередности проезда этих перекрестков. До сих пор эти три вещи — это фундамент, на котором стоит все наше движение. К тому же, по линии нашего повествования, мы с вами находимся примерно в 20-х, в 30-х годах, в самом расцвете автомобильной промышленности как таковой. Автомобилей становится все больше, города и люди уже примерно понимают, как с этим жить, и в некоторых точках планеты трафик начинает приобретать хоть какой-то упорядоченный вид. Но всю дорогу мы с вами не замечали один важный факт. Точнее, одну очень важную статистику. Вот что такое для нас с вами автомобиль? Это практически одушевленный друг или член семьи, как правило, штукенция, которая дарит нам чувство свободы, эмоции от вождения и усиливает вкус от этой жизни. Да, все верно. Но это все радостно, весело и прикольно ровно до того момента, пока автомобиль кого-нибудь не убьет. Пробки и гудящие в них автомобили — это, конечно, проблема, но на самом деле это все меркло на фоне реального дерьма, которое происходило на дорогах. Вспоминаем еще раз уже нашу любимую картинку, когда нет никаких правил, приоритетов, и добавляем к ней, что можно ехать с какой угодно скоростью, можно ехать пьяным, можно ехать, если ты слепой на один глаз, да и на два глаза тоже пойдет. Прислушивайся только повнимательнее. Ты ни разу не сидел за рулем автомобиля и понятия не имеешь, как им управлять? Добро пожаловать на дороги общего пользования. Вот тебе бокал виски для храбрости и вперед! Прабабушке привет! Вот по такому принципу жили дороги того времени. Да, первые прообразы прав и экзаменов на вождение существовали, но все они заключались в том, что если ты просто можешь тронуться с места и крутить руль вправо и влево, то все, молодец. А еще вспоминаем, что раньше дорога воспринималась не как что-то для автомобилей и на что выходить опасно, а как общая зона, где можно ходить как угодно и где угодно.
Детей не учили в школах, что надо быть аккуратными и не играть на дорогах. Люди не смотрели налево и направо при переходе. И так далее. И как нетрудно догадаться, при таком положении дел наматывание людей на автомобили происходили очень часто. Ужасающе часто. Вот вам еще раз график объема продаж автомобилей. А вот вам график смертельных случаев на дорогах общего пользования. Статистика была чудовищной. Особенно потому, что 3/4 всех этих жертв были пешеходами. А самая большая часть из них, 60%, была детьми. Если какая-то цифра в дорожной статистике способна вызвать ужас, то вот это именно она. Понятия детских площадок не существовало, поэтому дети спокойно себе играли прямо на дороге. Они бегали между машинами, играли в мяч между проезжающими автомобилями, играли в прятки, прячась за бамперами автомобилей. Если открыть прессу 1910-х, 20-х годов, то практически каждый день в печать выходили статьи о том, как кто-то где-то разбился насмерть или поиграл в боулинг пешеходами. Detroit Free Press от 22 июня 1919 года. Автомобиль сбил группу из 5 детей в возрасте от 2 до 9 лет. Водитель после столкновения на минуту вышел из машины, затем прыгнул в нее обратно, завел и уехал на восток по улице Монро, оставив раненых детей на дороге. Водителя не нашли. Та же газета в этом же году писала о том, как 18-летний парень попал под автомобиль, который двигался с высокой скоростью. А когда его отец вместе с полицейскими смогли достать искалеченное тело из подвески автомобиля, обезумевшая мать ушла домой и повесилась. Тот же Detroit Press от 29 июня 1914 года. В воскресенье вечером автомобиль, в котором находилась пара новобрачных, а также несколько гостей со свадьбы и 3 детей, перевернулся, поворачивая на скорости около 40 миль в час с Лабель-авеню на Вудворд. О выживших не сообщается. И судя по количеству бутылок ликера, которые были в этом автомобиле, трезвых людей там не наблюдалось. В одном из отчетов полицейского, примерно того же самого временного периода, есть инфа о задержании молодой женщины, которая проехала по тротуару и убила сразу нескольких человек. И кеп тут в том, что, во-первых, это было ее 26-е задержание за неосторожное вождение. Во-вторых, у нее была справка от врача, что она страдает провалами в памяти и периодически теряет сознание. И такое происходило по всей стране. Не только в Детройте, само собой. У меня, например, отдельный холодок по спине вызывали статьи, в которых описывались случаи, когда детей сбивали автомобили с такими же детьми за рулем. Минимального возраста для того, чтобы сесть за руль, тогда тоже не существовало, если что. И очень большое количество подростков из бедных семей, как только могли дотянуться до педалей, устраивались на работу водителями в разные компании по доставке товаров, там, типа на производство или в какое-нибудь хозяйство и так далее. Осознайте хорошенечко. Детей насмерть сбивали дети за рулем. Я даже шутить в этом месте не хочу. Но все равно придется. А то вы там совсем у меня загрустите. Знаете, чем отличается велосипедист от мотоциклиста? Размером вмятины на капоте. Ко всей нашей картине докидываем еще, что один из самых опасных мест для людей становился трамвай. Как бы это странно ни казалось. Трамвайные рельсы, как и сегодня, в основном пролегали посередине проезжей части. Но никаких правил о том, что надо бы уступать пассажирам, которые из него выходят, не было. Как и не было стоп-сигналов у трамваев и разметки, которая могла бы хоть как-то предупредить водителя о том, что сейчас под колеса из трамвая к нему полезут люди. Поэтому всех, кто выходил из трамвая, тут же сбивали нахер. А в трамвай загружались новые люди, которым повезло увернуться от автомобилей. И все это начиналось по новой. Короче, вот я о чем. Если бы кого-то из нас, кто уже вырос в существующей системе организации дорожного движения, поместить в то время и в тот порядок, то это был бы шок. Недолгий, правда, так как тебя моментально сбили бы, но какое-то время половить охуевоза у нас было бы. Все газеты пестрили заголовками, что автомобиль — это безжалостный убийца, с которым срочно нужно что-то делать. В государственных органах и общественных площадках постоянно шли обсуждения о том, кто виноват, что делать. А на дорогах каждый день люди гибли сотнями. На вопрос, кто виноват, отвечали очень просто. Виноват всегда водитель. Без обсуждений и вариантов. Если водителю, который попал в ДТП со смертельным исходом, самому удавалось выжить, и полиции удавалось его поймать, то он отправлялся в тюрьму. Практически без суда и следствия. Смертельный исход в ДТП просто приравнивали к убийству и спокойно отправляли за решетку виновников.
Но не все инстанции были согласны с такой точкой зрения. Апелляционный суд Джорджии, например, писал, что автомобили должны быть отнесены к категории свирепых животных, и к их владельцам должен применяться закон, касающийся обязанностей владельцев таких животных. По такому закону срок давали чуть поменьше, но все равно обстановка была так себе. Вот я о чем. Первое, до чего додумались власти, это ограничить скорость до возможного минимума. Логика тут была какая? Вот раньше весь транспорт был лошадный. Народ такими пачками не умирал. А когда появились автомобили, начал умирать. А это все из-за того, что автомобили могут разгоняться быстрее, поэтому давайте ограничим скорость до 5 миль в час. До скорости телеги с конем. И все будет отлично. Инициативу моментально поддержали, и по всему Детройту тут же полетели указания штрафовать и ловить всех водителей, кто едет быстрее 5 миль в час. Тот факт, что водители не были в курсе, что нельзя ехать быстрее, так как им никто об этом не рассказывал, во внимание не принимался. Как и не принимался во внимание тот факт, что замерить скорость, особенно со стороны, на глаз, невозможно. Как и не принимался во внимание тот факт, что в автомобилях элементарно не было, спидометров. Но все равно таких распоряжений было достаточно для того, чтобы начать ловить водителей, которые едут быстрее потока, и каким-то образом пытаться их наказывать. Кто-то отделывался просто предупреждением или строгой беседой. Кого-то штрафовали. Но дорожная ситуация требовала более серьезного подхода, нежели просто вылавливание какого-то штучного количества автомобилистов. И один человек это очень хорошо понимал. Знакомьтесь, Джеймс Джей Кузенс. Еще одно хрен просы какое имя в нашем материале. Джеймс родился в городе Четхем, в Канаде, в семье обычного варщика мыла. Варителя мыла. Мылокрафтера. И хер знает, как правильно. Его отец вместе с матерью варили мыло. Хоть и зарабатывали родители немного, зато были очень чистые. Каким-то чудом они смогли оплатить сыну обучение в местном колледже бизнеса. И отучившись и успешно закончив обучение, Джеймс уезжает в Детройт. И так как у него там ни связей, ни родных, никого не было, он устраивается на работу на железнодорожную дорогу обычным механиком, где проработает потом 7 лет. Так как он был смышленым малым, его, естественно, продвигали по службе. И под конец своей работы на ЖД Детройта он отвечал за техническое состояние поездов особого назначения. Туда входили не только правительственные составы, но и поезда для богатых граждан, бизнесменов и промышленников. На этой должности его замечает некто Александр Янг Малькомсон. Человек, который постоянно ездил на таких поездах для сильных мира сего. Для моего сердца два слова «Янг» и «Мальком», стоящие вместе, занимают отдельное место, так как Мальком Янг — это ритм-гитарист AC/DC, который умер буквально несколько лет назад. Хоть это и не совсем подходящее место, но спасибо тебе, Мальком, за множественные музыкальные оргазмы в моей голове. Сделать более публичную благодарность AC/DC у меня в жизни вряд ли получится, поэтому держите это в этом материале в рубрике «Самое неуместное признание в любви к гитаристу». Александр Янг Малькомсон, само собой, к рок-н-роллу не имел никакого отношения. Но вот к железным дорогам у него было вполне понятное, прямое отношение. Он был угольным магнатом. И когда он заметил перспективного малого, он тут же забрал его к себе в личные помощники в 1897 году. У них получится очень клевый тандем в бизнесе, который проработает много лет. К тому моменту, который интересен нам, а именно к 1919 году, Джеймс Кузенс уже долларовый миллионер и довольно влиятельный человек в Детройте. И параллельно с бизнесом он вел и общественную работу. С 1913 года по 15 он занимал должность комиссара по уличным железным дорогам Детройта и занимался предотвращением происшествий и смертельных случаев на трамвайных путях города. А с 16 по 19 он занимал должность комиссара в метрополитене Детройта, по сути занимаясь той же самой безопасностью, но в метрополитене. И как ни странно, Джеймс был последовательным критиком позиции, которую занимала общественность и суды, что во всем всегда виноват водитель. Вот я к чему о нем рассказываю. Еще с опыта работы на железных дорогах, когда он работал простым механиком, Джеймс знал, что как ты не зарегулируй отрасль, как жестко ты не стращай и не контролируй машинистов выполнять правила, если какой-то камикадзе-пешеход полезет по своей глупости на рельсы под идущий поезд, то его гарантированно и очень красочно по этим же рельсам размажет. Ровным таким слоем. А машинист, хоть и ехал, соблюдая все правила и предосторожности, все равно убьет человека, так как он просто физически не сможет остановить поезд. Поэтому Джеймс орал во все горло, что во всем виноваты не только водители. Как минимум, это обоюдная ответственность, а в некоторых случаях вина полностью лежит на пешеходе.
Общество в ответ на такой наезд говорило, что Джеймс – защитник кровожадных убийц, что он оправдывает насилие высших кругов, у кого есть автомобили, над нищими, у которых их нет. Когда Джеймс приступил к своей общественной работе на железных дорогах города, он каждый день убеждался в том, что он прав. Он лично выезжал на места смертельных ДТП не только на железной дороге, но и на обычных дорогах и пытался разобраться в причинах произошедшего. И очень часто он видел, что водитель просто физически ничего не мог сделать, когда люди просто натурально бросались под колеса, сами того не понимая, что они делают. Все привыкли еще 20 лет назад, что ты по городу ходишь, как тебе вздумается, и как будто бы не заметили, что облик города немножечко поменялся с того времени. Джеймс постоянно писал отчеты и публичные доклады, приводил примеры, что пешеходы очень часто творят дичь и натурально самоубиваются на дорогах, а водитель потом должен сидеть тюремный срок. Фактически, публично такую позицию Джеймс отстаивал в одиночку, так как в судах никто и никогда не рассматривал обстоятельства ДТП. Пешеходов, которые участвовали в ДТП, никогда ни о чем не спрашивали, так как из гроба их плохо слышно. Хоть Джеймс, по сути, был один, он имел очень большой политический вес в этом вопросе, так как к моменту 1919 года он уже 6 лет занимался безопасностью железных дорог в городе, и к его мнению потихоньку начали прислушиваться. А особенно внимательно его стали слушать, когда в том же самом 1919 году он стал мэром Детройта. В этом моменте надо бы, наверное, немножко пояснить, почему вроде бы как обычный человек имел серьезное уважение и влияние в промышленной столице мира. Дело тут вот в чем. Помните, я говорил, что некто Александр Янг Малькомсон взял его к себе помощником, и у них получился клевый тандем? Так вот, ребята нашли друг друга в 1897 году, а в 1902 году, спустя 5 лет, как они работали вместе в угольной компании Малькомсона, Александр приходит к Джеймсу и такой: «Слушай, тут один перспективный парень есть, который сделал одну забавную фиговину на колесах. Короче, есть шанс проинвестировать в мальчугана и помочь ему с организацией производства. Можно влить относительно небольшого количества денег, дать ему наши мощности, а там вдруг что-то из этого получится». Что думаешь по поводу? Джеймс, само собой, радостно согласился. Занял денег, и они вместе с деньгами Малькомсона решили пуститься в авантюру и открыть на троих компанию. Александр Малькомсон стал главным держателем акций, так как влил самое большое количество денег, аж целых $3000, если быть точным. Джеймс стал секретарем собрания директоров и держателем пакета поменьше, так как вкинул всего $2500, а мальчуган отвечал за производство. Мальчугана звали, кстати, Генри Форд. И все они вместе основали Ford Motor Company. Малькомсон просидит в компании не так уж и долго. Он выйдет из Форда в 1906 году, за 2 года до появления Ford Model T, так как он верил, что будущее рынка автомобилей за дорогими и премиальными тачками. Он постоянно спорил с парнями о том, что надо делать жир, лухари и все такое. А Ford и Cousins твердили, что нужен автомобиль для масс. В конце концов, Малькомсон плюнул, продал свою долю за $175 000 Форду и свалил в закат. А вот Джеймс Кузенс просидел в компании дольше и руководил ее вместе с Фордом до 1919 года. И когда он захотел выйти, чтобы заняться политической деятельностью, свою долю, которая когда-то стоила $2500, он продаст тому же Форду немного дороже, за $30 миллионов. С таким бэкграундом становится немного понятней, почему этот человек стал мэром промышленного города. Не потому, что он купил должность, а потому, что он мог это вывести, с учетом того, что он руководил промышленным монстром на протяжении 17 лет. И становится чуть более понятна его мотивация по защите прав водителей, так как они были его клиентами. Плюс все ограничения скорости и общественный гнет плохо сказывались на продажах. И довольно часто Джеймсу приписывают сугубо коммерческий интерес в его общественной деятельности, мол, ему нужно было машины продавать, поэтому он и защищал водителей. Но к моменту вступления на должность мэра он уже не имел финансовых отношений с Фордом и был владельцем огромного состояния по тому времени. Поэтому лично я очень слабо верю в эту теорию. Но так или иначе, в кресло мэра Джеймс избрался под эгидой того, что он сделает дороги Детройта безопасными, так как это был очень болезненный вопрос в обществе того времени. Фактически, Кузенс вел работу в 2 направлениях.
Первое – это ограничение свободы перемещения пешеходов по проезжей части. Второе – это просвещение общественности в том, что надо как-нибудь поаккуратнее и смотреть, куда идешь. Что же подразумевалось под страшной для либералов фразой ограничения свободы? Кузенс требовал, чтобы пешеходы могли перейти дорогу только в определенном месте и только под прямым углом. Никаких хождений вдоль дороги. И по диагонали быть не должно. Только под прямым углом и только перед перекрестком. Выходить на сам перекресток тоже запрещалось. Как только был издан указ, Джеймс тут же такое цунами из говна получил в свою сторону, что как он смеет ограничивать святые права граждан на свободное, хождение по улицам и святые права на самоубийство под колесами проклятого автомобиля. Пресса, общественные деятели и прочие особо одаренные интеллектом граждане с пеной у рта доказывали, что Кузенс охуевший черт и диктатор. Но благо, мэру города было на все это дело плевать с высокой колокольни. Любому человеку, кто занимал высокие руководящие должности на протяжении долгого времени, вообще не привыкать к тому, что ты всегда виноват во всех бедах и вообще говна кусок, что бы ты ни делал. Любой менеджер знает, что как только ты попытаешься поменять устоявшийся порядок дел, даже если ты это будешь делать во благо, в ответ ты получишь кучу говна и плевков в спину. И это одинаково работает, что на производствах, что в общественном устройстве, где бы то ни было. Притом, когда к твоим нововведениям привыкнут, и они покажут свою эффективность, никто тебе спасибо не скажет. Все будут думать, что оно само собой вот так вот, сложилось. Чудеса. Поэтому Джеймс на вопли общественности не обращал никакого внимания. Он просто делал так, как считал нужным, а потом смотрел на цифры. Второе направление, как я уже сказал, было просвещение людей по поводу. И Джеймс был инициатором создания парадов безопасности, которые проводились каждый год по всей стране. Изначально они появились в Детройте, но после первого же парада практику переняли и другие мегаполисы. Парад выполнял две важные функции. Во-первых, это было мероприятие, на котором общественность могла выплеснуть свою скорбь и эмоции по поводу погибших на дорогах родных и близких. Люди шли с фотографиями и именами, ставили свечки, пели молитвы и всеми возможными способами показывали свою любовь и скорбь по жертвам. Во-вторых, на парадах в обязательном порядке проходили представления с актерами, в которых высмеивали неосторожность пешеходов. Джеймс подумал, что для нормального обсуждения проблемы необходимо снизить сакральность жертв и разрушить этот святой образ пешехода, который самоотверженно лезет под колеса. Идея была гениальной. Актеры в клоунских нарядах расхаживали по улице. К ним подъезжал автомобиль, слегка толкал их, и они очень весело с ним ругались. И таким макаром образ незадачливого пешехода надежно скреплялся с образом клоуна. И это сработало великолепно. Вместо того, чтобы каждый раз ставить на перекресток по полицейскому, который будет с палкой бегать за всеми пешеходами, Джеймс сделал так, что общество само начало высмеивать людей, кто переходил дорогу как попало. Типа, ха, смотри, ходит по дороге, прям как клоун. И из сакральной жертвы под колесами за пару лет показа таких миниатюрок пешеходы-камикадзе превратились в клоунов. Гениально! Ведь нет ничего более действенного на обычного гражданина, чем общественное порицание. Когда ты святая жертва, ты с полной грудью и расправленными плечами полезешь под колеса в праведном порыве. А когда тебе ровно в такой же ситуации показывают пальцем и говорят, что ты клоун, у тебя даже мысли такой не возникнет. Наоборот, ты будешь бояться перейти дорогу как-нибудь не так, чтобы не привлечь к себе ни в коем случае такого внимания. И все это привело к тому, что в народе появился специальный термин, которым называли вот таких вот пешеходов. Джей-волкер. Джей, сленга того времени, это деревенщина, который приехал в город из какого-то зажопья и не знает, как нужно себя вести в городе и в цивилизованном обществе. И это было прям ругательство. Обидное такое. А слово «джей-волкер» означало как раз вот такого деревенщину, который по городу ходит как по полю из своей деревни. И сейчас в современном мире термин «джей-волкинг» все еще существует. Просто сейчас он означает переход улицы не по правилам. Вот когда человек переходит 10-полосный проспект не по пешеходному переходу, а и при этом еще стоит на двойной сплошной, он джей-волкер. Не долбоеб, как мы привыкли думать, а джей-волкер. Не путайте. За 3 года, сколько Джеймс Кузенс управлял Детройтом, он сделал его самым безопасным из всех мегаполисов США с точки зрения смертей на дорогах. Работы предстояло еще очень много. Но то, каким темпом двигался Детройт в плане безопасности,
удивляло всю страну. Буквально за пару лет из демона, которого критиковал весь город, Джеймс превратился в любимчика, которого ценили и уважали. И от себя могу только добавить, что Джеймс Кузенс – гениальный руководитель и пиарщик, у которого всем нам стоит поучиться. Так резко, с ног на голову, перевернуть очень чувствительный вопрос в обществе и действительно улучшить ситуацию может только гений, очередной гений, про которого очень мало кто знает. Суровая ирония заключалась в том, что несмотря на то, что мы каждый день пользуемся правилами и принципами дорожного движения, когда выезжаем на дороги общего пользования или просто идем по городу, имен людей, кто стоял у истоков, никто не помнит. Создателя знака «Стоп» Гарри Джексона вы вообще нигде не найдете. Уильяма Фелпса Ина, создателя первых правил дорожного движения, знают только очень узкие специалисты. И в некрологе Уильяма, который вышел в Нью-Йорк Таймс в 1945 году, нет даже его фотографии. У какой-то тетки, которая владела похоронным агентством, фотка есть, а у Фелпса нет. Гаррета Моргана помнят, да. Билл Клинтон даже как-то толкал речь в его честь. Но помнят его лишь потому, что расовый вопрос очень чувствителен в Штатах. И Гаррет – один из героев всех людей, кого заботит расовый вопрос, так как он смог пробиться в люди, несмотря ни на что. Но если бы он был белым человеком, то вообще не факт, что его имя осталось бы хоть кому-либо известным. Даже несмотря на его заслуги. От себя я могу лишь только отправить виртуальную благодарность отцам безопасного движения. Хоть они ее никогда и не получат. Уильям Фелпс Ина умер в 1945-м, через несколько месяцев после окончания войны. Гаррет Морган умер в 1963-м, а про Гарри Джексона вообще ничего не известно. Джеймса Кузенса после окончания его срока в кресле мэра выберут в Сенат, в котором он продолжит работать над безопасностью дорог, но уже в размахе всей страны. А также, будучи сенатором, он учредит детский благотворительный фонд штата Мичиган и привлечет в него $10 миллионов на помощь детям. При этом на открытии фонда из своих личных денег он пожертвует $1 миллион в него. И до самых последних дней своей жизни, в 1936 году, Джеймс будет работать над тем, чтобы сделать дороги своей страны безопасными, насколько это было возможно. В 2012 году Джеймса Кузенса, единственного из всех героев этого материала, включат в автомобильный зал славы за его заслуги в становлении компании Ford, а также как человека, который работал до конца своих дней ради того, чтобы сохранить миллионы жизней пешеходов по всей стране. Принципы, в которые верил Джеймс, как мы с вами можем видеть, живут до сих пор и работают по всему миру. Мы с вами, как пешеходы, с самого детства учимся тому, что переходить дорогу нужно только в специально отведенных местах и только под прямым углом. Весь наш мир, по большей части, держится на конструкциях, которые строят вот такие незаметные люди, как герои этого материала. Незаметными я их называю потому, что 95% из вас, а то и больше, сегодня первый раз в жизни услышали эти имена и фамилии, даже несмотря на то, что трудами их жизни мы пользуемся каждый день. И думаем при этом, что это как бы само собой разумеющаяся штука. Все, что я могу сказать по этому поводу. Базовые принципы организации дорожного движения – это не просто потому, что так получилось, а потому что они были придуманы людьми для людей. И было бы очень круто, если бы этих людей помнили. Особо внимательные зрители наших документалок, особенно кто хорошо помнит материал 75 минут «Ты будешь пристегиваться», могут сейчас такие типа Крашенидзе, погоди, что ты тут оды поешь каким-то чувакам, мол, они все сделали безопасным, тра-ля-ля. Открой статистику смертности на дорогах США, которую ты нам сам показывал, и посмотри на нее внимательно. Она же росла дикими темпами. И да, вы правы, если у вас проскакивала такая мысль. Держите поцелуйчик за внимательность. Но и по жопе вы тоже получите, так как на статистику смертности на дорогах нельзя смотреть просто как на цифру. И вот тут давайте тормознем ненадолго, и вы поймете, что я имею в виду. Вот мы видим график смертности на дорогах США в первой половине 20 века. И да, такое себе зрелище. Особенно по меркам Штатов, так как в районе середины века они на дорогах потеряли больше граждан, чем в мировых войнах.
Абсолютная смертность была чудовищной. При этом она росла год от года и очень сильно волновала общественность. Все продолжали обсуждать ужасную ситуацию на дорогах. Но точно так же все с большим удовольствием и самоотверженностью продолжали самовыпиливаться на тех же самых дорогах. Вот мы видим, например, почти 33 тысячи погибших в Штатах в 1940 году. Вот много ли это или мало? С одной стороны, определенно точно дохера. Получается, что маленький городок выпилился целым составом. Но насколько это дофига? Ведь для того, чтобы нормально воспринимать цифры, их нужно с чем-то сравнивать. Если бы никто никогда ничего ни с чем не сравнивал, то владельцы 10 сантиметров улыбались бы гораздо чаще. Собственно, поэтому я такой грустный. Давайте возьмем Великобританию для сравнения. Если мы откроем статистику по Британии, то мы там увидим 8600 погибших за тот же самый 1940 год. И вот можно ли сказать, что дороги в Штатах были в 4 раза опаснее таких же дорог в Британии? Если одно на другое поделить, то да, жертв почти в 4 раза больше. Но одновременно с этим мы с вами понимаем, что США и Британия — это разные страны. Как минимум по количеству населения. И 33 тысячи смертей относительно общего населения США и 8600 смертей относительно общего населения Британии — это разные цифры. Поэтому давайте немного по-другому посчитаем. Статистика, которая учитывает в себе объем населения, называется социальный риск. Это когда считают какое-то количество смертей или, например, болезней на 100 тысяч населения. Если мы посчитаем таким образом, то в Штатах в 40-м на дорогах погибало 24,91 человека на 100 тысяч населения, так как общее население было что-то около 132 миллионов. А в Великобритании на момент 40-го года проживало около 47,5 миллионов человек. И если поделить количество смертей на население, то мы получим цифру 18 смертей на дорогах на 100 тысяч населения. И тут мы уже видим, что разница не такая драматическая. Не в 4 раза, а даже меньше, чем в 1,5 раза. И тут мы понимаем, что статистика социального риска, когда считают что-то на 100 тысяч населения, более точно показывает ситуацию. Но американцы в случае с автомобилями пошли дальше. Ведь нужно учитывать не только объем населения, а также объем автомобилей. И самое важное, как эти автомобили этими людьми используются. Ведь в каждой стране автомобили используются по-разному. Где-то их используют по большей части для коротких поездок, как в Европе, например. А где-то, в тех же Штатах, автомобили используют для более длинных поездок, так как у них расстояния другие. И города, как правило, из себя представляют огромный одноэтажный пригород с частным сектором и центр, куда все постоянно ездят. Поэтому, собственно, среднесуточный пробег в разных точках мира разный. И вот как американцы начали считать. Они начали считать количество смертей на 100 миллионов миль пробега. Ведь зная такой показатель, становится сразу понятно, снижается ли риск смерти одного отдельно взятого человека при его среднестатистической поездке по дорогам общего пользования или нет. Так как в таком показателе учитывается и весь автопарк, и паттерн использования автомобиля. И вот нафига я вам это все рассказываю. Снова открываем график абсолютной смертности на дорогах США и видим эту ужасающую линию, которая идет вверх. Но накладываем на нее график социального риска, в котором учитывается объем населения, и видим, что он растет уже не так стремительно, так как население в Штатах тоже росло. И риск отдельно взятого гражданина страны рос не так стремительно, как общее количество жертв на дорогах. А если мы с вами построим график смертей относительно пробега, то мы увидим вот такую линию, которая год от года снижалась. И это означает, что практически каждый год среднестатистическая поездка становилась безопаснее, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Да, автомобилей становилось больше, и жертв становилось больше, и населения становилось больше. Но каждый отдельно взятый автомобиль, совершая свою стандартную среднестатистическую поездку, становился безопаснее. Год от года, шаг за шагом, но дороги становились безопаснее. А это означало, что система работает, и все нововведения работают. Каждое новое правило и принцип организации дорожного движения давал свой вклад в общую безопасность. США стали пионерами во всем мире в создании системы дорожного движения и пионерами по работе над безопасностью этого движения. На самом деле это случилось просто потому, что они первые столкнулись с этой проблемой. Такого количества автомобилей не было ни в одной стране мира. Если бы, например, с такой же проблемой самыми первыми в мире столкнулись японцы, например, то весь мир сейчас бы ездил по правилам и концепциям, которые когда-то придумали бы японцы. Но
История сослагательного наклонения не терпит. А фактически японцы в середине века столкнулись не с бумом автомобильной промышленности, а немного с другим бумом. Абсолютно все страны мира, и Россия в том числе, в тот момент, когда у них случался подъем автомобильной промышленности, перенимали опыт Штатов в организации дорожного движения. Так как нафига изобретать велосипед, когда вон у соседа подсмотрел и сделал примерно то же самое, только адаптировав под свою реальность. В каждой стране мира скачок смертности на дорогах после бума автомобилей был короче, чем в Штатах, так как можно было быстрее принимать решения и быстрее вводить проверенные и эффективные методы. Абсолютно в каждой стране мира в тот момент, когда в ней случался бум продаж автомобилей, тут же взлетала статистика смертности. Вопрос был только в том, насколько долго она будет находиться на высоком уровне, до того момента, пока не начнет снижаться. И чем дальше по истории, тем короче этот период, так как каждая новая страна, в которую с ноги врывается автомобильный мир, имела больший набор инструментов и проверенных решений, нежели страны, которые стояли у истоков. Пока Европа натягивала на свои дороги принципы, которые давным-давно уже работали в Штатах, например, в Великобритании первый официальный пешеходный переход появился только в 1951 году. Вот к этому времени США уже работала над следующими шагами. В 50-х в Штатах развернулся огромный национальный проект по строительству современных дорог и хайвеев по всей стране. И помимо того, что нужно было просто проложить дорожное полотно по всем крупным городам и штатам, люди понимали, что нужно думать и про безопасность этих дорог в том числе, так как дороги старого образца были опасны сами по себе. Стали появляться обочины, ограждения на опасных поворотах или обрывах, которые предотвращали опасный вылет автомобиля с дороги или там на встречную полосу движения, освещение, разметка, а также стали появляться развязки, которые чисто из-за своей конструкции снижали вероятность серьезного столкновения. Например, вот так вам между делом. Как вы думаете, какой маневр считается самым опасным из всех маневров и из-за которого случается самое большое количество смертельных ДТП во всем мире? Есть мысли? Ну там, выезд на встречку, вылет в столбы и деревья, там, ралли по автобусной остановке, может быть. Самый опасный маневр, который вы можете совершить, и который вы совершаете каждый день в системе правостороннего движения, как у нас, это поворот налево. Вот это поворот! Все, что ведет налево, опасно, если вы понимаете, о чем я. Во-первых, очевидный риск связан с тем, что при таком маневре мы пересекаем полосу встречного движения, а выезд на встречку или пересечение встречного потока всегда опасен. Я думаю, тут ничего не нужно пояснять. Во-вторых, обычно при таком маневре водитель смотрит только на приближающийся встречный поток автомобилей, так как ждет момента, когда он сможет быстренько проскочить. А когда ты смотришь только на встречку, то очень легко не заметить какое-нибудь препятствие или пешехода, который будет на дороге, куда ты собираешься повернуть. А когда ты уже такой резкий, дерзкий стартанул, не убедившись, что по ходу твоего следования все безопасно, у тебя остается два варианта. Либо сбивать то, что там находится, либо останавливаться прямо посреди перекрестка в надежде, что приближающийся поток успеет остановиться. И та, и другая ситуация опасна, само собой. В-третьих, существует оптическая иллюзия, которая связана с нашим восприятием. Когда ты какое-то время пялишь в приближающийся поток, мозг привыкает к этой картинке, и водителю может начать казаться, что поток едет медленнее, чем на самом деле. Это доказанный факт, это не я придумал. Существуют исследования от организаций, которые занимаются безопасностью дорожного движения, которые показывают, что чем дольше человек гипнотизируется потоком автомобилей, тем выше вероятность, что он ошибется в своих расчетах и полезет под колеса. Поэтому для минимизации этих рисков проектировщики дорог по всему миру пытаются максимально избегать прямых поворотов налево, прямо на перекрестках. Например, в 70-х в Штатах появился тип развязки, который называется мичиганский поворот налево, который появился в Мичигане, как несложно догадаться. При таком типе развязки у водителей больше времени на то, чтобы совершить маневр, у них отдельная полоса для поворачивающих налево, и встречному потоку лучше видно всех, кто сейчас будет им лезть под колеса. Также одним из методов избавления от опасных левых поворотов является круговое движение. Перекресток с кругом на самом деле это самый безопасный тип перекрестка с точки зрения человеческих жертв, так как на нем резко снижается скорость движения у всех потоков. Ты не будешь ехать по кругу с такой же скоростью, с которой ты бы ехал, если бы перекресток был просто прямым. Ну да, пошел я нахер. Ну и самое простое для обычного перекрестка
везде стараются делать отдельную полосу для поворота налево, чтобы вы не тормозили трафик и не рисковали тем, что вам в жопу кто-то въедет, пока вы стоите на поворот. Но все-таки от всех поворотов через встречную избавиться невозможно. Поэтому есть два простых правила, как вы можете серьезно снизить риск лично для себя, когда проезжаете такой перекресток. Первое. Запомните раз и навсегда. Никогда, вот прям вообще никогда не выворачивайте руль в сторону поворота, пока ждете момента для маневра. Обычно вот как водители поступают? Выезжают на перекресток и за пару метров до того, как остановятся, выворачивают руль в сторону, как бы подготавливаясь к маневру, чтобы потом, когда появится возможность, просто нажать на газ и уехать по направлению. Так вот, никогда, еще раз, никогда так не делайте. Если замечаете за собой такое поведение, щелкайте себя по носу, бейте по рукам, защемляйте себе левый сосок, делайте что угодно, но отучайте себя от этой привычки. Чисто с первого взгляда, вроде бы ни хера страшного ты не делаешь, когда стоишь с вывернутыми колесами. Наоборот же, ты вроде как молодец, так как когда появится момент, ты с перекрестка уедешь как молния просто, потому что тебе не нужно будет тратить драгоценную секунду, пока ты крутишь руль на перекрестке. Да, все отлично. Ровно до того момента, пока кто-нибудь не приедет тебе в задницу. Давайте вместе подумаем, что произойдет, если в такой автомобиль на перекрестке сзади врежется другой автомобиль. Твоя машина поедет туда, куда направлены передние колеса. А они у тебя направлены навстречку, не забывай. Притом, для того, чтобы тебя вытолкнули навстречку, большой скорости не нужно. Стандартных 40 км в час у автомобиля в твоей заднице уже будет достаточно, чтобы твой автомобиль вылез поперек встречной полосы. А там уже добро пожаловать в наш уют и прохладный морг. Поэтому на перекрестке или на полосе перед перекрестком всегда стоим только с прямыми колесами. Я их иногда даже вправо немного доворачиваю. Второе важное правило для личной безопасности при повороте налево. Перед тем, как нажать на газ, бросьте быстрый взгляд в сторону, куда вы собираетесь поворачивать, а потом верните его на встречный поток. Вы таким движением убьете сразу двух зайцев и не убьете ни одного человека, что важно. Во-первых, вы убедитесь в том, что на вашей дороге никого нет. Во-вторых, вы разрушите оптическую иллюзию восприятия мозга и заставите его снова проанализировать скорость встречного потока. Такие дела. Не благодарите. Готов целыми днями рассказывать вам подобные штуки ради вашей безопасности. Презервативы тоже классная штука. Всем советую. Особенно при повороте налево. Современная система дорожного движения, которая пришло человечеству путем проб и ошибок, это единственная в своем роде система, которая не просто обслуживает нас, а система, перед которой стоит задача контролировать и ограничивать наше поведение во имя общей безопасности. Все правила, все знаки, инфраструктура дорог, все контролирующие органы и аналитические центры созданы и работают только для того, чтобы мы, как водители, не вытворили какую-нибудь херню на дороге. А если уж и вытворили, то чтобы при этом пострадало как можно меньшее количество людей. В каждой стране мира и в каждом отдельно взятом регионе есть такое поверье, что где-то существуют самые плохие водители. В США, например, считается, что самые отбитые люди за рулем живут в Техасе. А в Европе думают, что самые отпаянные водители – это итальянцы. А у нас в России базово считают, что хуже всего люди водят на юге страны. Но на самом деле это миф. Единственное, чем отличается один регион от другого или какая-нибудь страна отличается от другой страны, так это тем, позволяет ли местная система дорожного движения водить так, как будто бы ты обосрешься через минуту или нет. И под системой дорожного движения подразумевается не только сама дорога, там, типа рельеф местности или климат, а совокупная работа дорожных служб, контролирующих органов, скорость реагирования силовых структур, работа служб спасения, наличие знаков, разметки, освещения, светофоров, камер наблюдения, оборудование дорог разделительными барьерами, зонами вылета, откосами обочины, заборов вдоль трасс, которые не позволяют животным или людям выходить на дорогу, пешеходным переходам, островкам безопасности и так далее. Я эти детали могу перечислять бесконечно, потому что этих деталей, бесконечное количество. И кто-то каждый день над ними думает и работает. Например, существует
распиаренная на весь мир шведская программа Vision Zero, которая должна обеспечить Швеции нулевую смертность на дорогах. Придумали ее в Швеции, но сейчас эту программу пытаются натянуть на свои реалии очень большое количество стран, и Россия в том числе. Почему-то очень большое количество людей путает ее с программой Volvo по достижению нулевой смертности в своих автомобилях. Мол, вот эта Volvo сделает свои машины настолько безопасными, что даже если захочешь убиться в своем Volvo, то у тебя ни хера не получится. Единственным методом, от которого можно умереть Volvo, должна быть только скука. И ничего другого. Такая вот позиция у бренда. Но Vision Zero и политика Volvo — это вообще разные штуки, которые друг к другу не имеют никакого отношения. Vision Zero — это концепция, с которой общество должно подходить к дорожному движению и к организации этого движения. Если официальным языком, то в концепции лежит два этических принципа. Первый — это нетерпимость к гибели и тяжелому травмированию людей. Второй принцип — недопустимость отношения к подобным авариям как к неизбежному злу автомобилизации. Перевожу на русский. Первый принцип. Вообще ни при каких раскладах нельзя допускать, чтобы люди убивались на дорогах. Вот ебитесь как хотите, но чтобы все были целехонькие, довольные и в попу поцелованные. Второй. Нельзя думать в формате, что вот у нас есть автомобили, есть люди. Одно с другим складываешь, и вот оно, по итогу, размазанное тут лежит. Василий Петрович, ну ёб твою мать, чё как размазня растекся тут? Ничего не поделаешь. Такая жизнь была вот в его случае. Вот в таком формате думать запрещается. А надо подходить к вопросу с такого ракурса, что можно как-то с прищуром глаз придумать так, чтобы человек нормально сосуществовал вместе с автомобилями без вот этой вот размазни по асфальту. Фактически, Vision Zero — это программа по проектированию дорог, которая признает и допускает, что человек, как они аккуратно говорят, несовершенен и предрасположен совершать небезопасные действия. Все под контролем. Опять же, по-русски, если человеку предоставить возможность вылезти на дорогу ночью в дождь, сука, в черной куртке под колеса автомобиля, или дать человеку возможность за рулем своего автомобиля влететь на всех ходах в стену, то люди с радостью этой возможностью воспользуются. Нельзя ж такое упускать. Такая возможность в жизни выпадает всего лишь один раз. Грубо говоря, концепт такой, что потоки людей и автомобилей не должны пересекаться, так как в месте пересечения потоков всегда кто-то в кого-то будет впиливаться. А в местах, где невозможно разграничить потоки, типа в центре города, например, дорога и улица должна быть такой, что ты физически не мог на ней разогнаться до такой скорости, на которой сможешь навредить людям или самому себе. Улочки должны быть узкие, пространства и ограждений должно быть мало, чтобы водитель себя некомфортно чувствовал в таких условиях. Если где-то есть длинные прямые участки, то там нужно либо лежачих положить, либо поставить клумбу с круговым движением и так далее. Короче, там, где ходят люди, автомобиль должен ехать максимум 30 км в час. Не потому что ограничения и штрафы, хотя это тоже инструмент Vision Zero, а потому что физически быстрее не разгонишься, так как будешь постоянно либо крутить рулем, либо прыгать по лежачему. И вот на этом моменте, наконец-то, мы с вами приходим к самому главному параметру, с которым, по сути, всю дорогу воюют абсолютно все люди, которые занимаются дорожной безопасностью. Мы тут с вами уже второй час разговариваем про правила и принципы организации дорожного движения, говорим про людей, знаки, ограничения и все такое. Но самую важную тетку мы до сих пор не трогали. Поэтому доставайте свои ручонки, куда вы их там засунули, и будем трогать. Тетку зовут Физика. И, как известно, эта сволочь сурова, беспристрастна и вообще тебя ни о чем спрашивать не будет, а в нужный момент может высадить тебе все зубы. Так вот, почему ребята в Vision Zero придумали ограничения именно в 30 км в час? И почему в странах с самой низкой смертностью на дорогах ограничения 30 и 50 в городах, а на трассах не более 80 км в час? У нас, по сути, все ограничения на 10 км выше, то есть 40 и 60 в городе и 90 на трассах. Плюс не стоит забывать, что у нас есть нештрафуемый порог сверху, и это проблема. И сейчас объясню почему. Люди в общей своей массе экспериментировали со скоростным лимитом. Брали либо участок какой-то дороги или целый штат.
замеряли за какой-то период количество смертельных ДТП и количество ДТП с тяжелыми травмами. А потом увеличивали скоростной лимит, либо снижали его. И смотрели просто, что из этого получится. Для начала давайте разберемся с экспериментами с повышением скоростного лимита. В Штатах самый крупный эксперимент подобного рода проводился в 1990 году, когда ребята решили в 40 штатах повысить на 1 год скорость на трассах с 55 миль в час до 65 миль в час. На наши деньги это 89 километров в час и 105 километров в час соответственно. Итоги эксперимента были короткими, но довольно показательными. Повышение количества смертельных ДТП на выбранных дорогах на 22%, а превышать скорость на этих же участках водители стали на 48% чаще. В Австралии в 1992 году решили попробовать повысить скоростной лимит на трассах с 100 км в час до 110 км в час. Ребята подумали, что они настроили дорог нового образца, плюс автопарк посовременнее, побезопаснее, поэтому можно повысить скорость дорожного движения. Тем более все просят. Итог – повышение смертельных ДТП и ДТП с серьезными травмами на 25%. В Айове, это штат США, в 1996 году ребята подумали, что вот эта вот вся фигня, которая проводилась в 90-е по большинству штатов, это какое-то неправильное исследование. У нас вот тут нормальные люди живут, поэтому можно спокойно повысить скорость с тех же 55 до 65 миль в час. Сделали ровно то же самое, что страна делала 6 лет назад. И получили результат еще хуже. Смертельные ДТП увеличились на 36%. Вроде бы, 10 километров в час. На трассе это тем более. Ёптери-ку-ку, что тут такого-то? Но очень часто эти 10 или 15 километров в час играют определяющую роль. Если вы прогуливали физику в школе, то это не страшно, не виню вас в этом. Сам прогуливал все, что только можно прогулять, но не физику. И сейчас объясню вам кое-что, как обычно, вот на этих кривых пальцах. Когда какой-то объект разгоняется до какой-то скорости, в нем, если можно так сказать, накапливается кинетическая энергия. Трушные физики уже могут начать плеваться от таких терминов, но мы с вами, тем не менее, продолжим. Чем больше масса предмета и чем выше скорость движения этого предмета, тем этой энергии у него больше. И эта энергия – это как раз тот параметр, от которого зависит повреждение или урон при столкновении предметов. Грубо говоря, если в вас ваша возлюбленная в порыве страсти кинет тапок, то это хихи и ха-ха. Если же в вас с точно такой же скоростью полетит сковородка, то это уже бобо, ай-яй-яй, и ты охуела там в конец, мам, ты чё? Так как у сковородки массы больше. Вот давайте посмотрим на формулу расчета кинетической энергии. Я знаю, что вы сюда не за этим пришли, вы хотели развлекуха, я тут формулы по физике достаю из кармана, но потерпите. Вы у меня все поймете и усвоите, вы умничка, у меня все в порядке. Что-нибудь поинтереснее из кармана я достану чуть попозже, не переживайте. Итак, формула. Масса предмета, умноженная на скорость этого предмета в квадрате и поделить на 2. Вот все довольно просто. И из этого мы понимаем, что от массы количество энергии при ударе меняется по линейной зависимости. По-русски это значит, что если массы в 2 раза больше, то и энергии в 2 раза больше. Если массы в 3 раза больше, то и энергии тоже в 3 раза больше. Но скорость в этой формуле у нас стоит в квадрате. А разница между 10 в квадрате и 20 в квадрате – это не в 2 раза, а в 4. 10 в квадрате – это 100, 20 в квадрате – это 400. Вы еще со мной здесь? Не отрубились там? Кивните, чтоб я видел, что со мной. Молодцы, ловим поцелуйчик. Для наглядности снова берем пример с сковородкой и вашей любимой или вашим любимым. Допустим, что сковородка весит 1 килограмм для удобства расчетов. А со скоростью, чтобы правильно все посчитать, нам в формулу нужно подставлять не километры в час, а метры в секунду. Так вот принято у физиков с их джоулями там. Не запаривайтесь по этому поводу, я сейчас все сам сделаю за вас. Берем две ситуации. В первой в вас летит сковородка со скоростью 30 км в час, а во втором случае вы живете с профессиональным метателем сковородок, который может запустить в вас сковородку со скоростью аж 60 км в час. Вроде бы скорость отличается всего лишь в 2 раза. Но смотрите, что происходит с энергией. Переводим 30 км в час в метры в секунду, и это у нас получается 8,33 метра в секунду. Возводим это в квадрат, умножаем на 1 килограмм, делим на 2 и получаем, что сковородка прилетит в вас вот с такой энергией. Теперь берем 60 км в час,
а это у нас 16,66 метров в секунду, возводим в квадрат, умножаем на 1 килограмм массы, делим на 2 и получаем, что в таком случае сковородка крошит вам хлебало вот с такой энергией. Скорость полета сковородки у вас возросла вдвое, а урон, который вы получите после того, как она вам прилетит по зубам, увеличился ровно в 4 раза. А автомобиль весит не 1 килограмм. Мы же тут для удобства умножали на 1 килограмм. Но если мы, например, возьмем стандартный Солярис, в котором сидит 2 пассажира и валяется всякое говно в багажнике, он будет весить примерно 350 килограмм. И при такой массе на скорости 30 км в час у вас кинетической энергии в машине будет 46 тысяч джоулей. На скорости 40 км в час у вас уже будет 83 тысячи джоулей. На скорости 50 км в час у вас будет 130 тысяч джоулей. А на скорости 60 км в час у вас будет 187 тысяч этих блядских джоулей. И тут мы с вами понимаем, так как энергия от скорости растет по экспоненте, разница в скоростных режимах в 10 км в час может играть очень большую роль. Возвращаемся к тому, что у Vision Zero ограничения в зонах, где могут ходить пешеходы, в 30 км в час. Это сделано потому, что если кто-то попадает под автомобиль, который едет со скоростью 30 км в час, то вероятность смертельного исхода у пешехода низкая, около 5%. Если пешеход попадает под машину, которая едет 48 км в час, это 30 миль в час, то вероятности уже 50 на 50. А если пешеход попадает под машину, которая едет 64 км в час, это 40 миль в час, то вероятность гибели уже 95%. Разница между скоростями 30 и 64 км в час всего в 2 раза, а вероятность смерти пешехода взлетает с безопасных 5% до 95%. И все это из-за того, что энергия растет от скорости по квадратичной зависимости. Вот что я имею в виду. Давайте посмотрим вот этот краш-тест, в котором манекен сбивают на 40 км в час. С этого ракурса не очень хорошо видно, как полетит манекен шкрябать лицом по асфальту, но зато отчетливо видно, что сначала из чата выходит тазобедренная кость, за ней улетает позвоночник, и финишируем мы это со всего размаху виском в капот. И дальше еще манекен улетит на какое-то расстояние. Вот вам еще один пример, но уже на 49 км в час. Тут уже манекен хорошенько разрезает себе все лицо об осколки лобового, возможно, даже выкалывает себе глаза. И очень приветливо и дружелюбно здоровается с пассажиром в автомобиле. И, к сожалению, тут тоже не особо видно, как классно потом пешеход приземлится головой об асфальт ровно перед передним бампером автомобиля. И давайте финишируем это вот таким видосиком, где манекена сбивают на скорости 87,5 км в час. Я даже комментировать не буду. Просто насладитесь шансами на выживание у этого пешехода. И осознайте, с какой силой он прилетел лицом в асфальт после 2 оборотов в воздухе, и все станет понятно. А еще он этим лицом, точнее тем, что от него останется, проедет по асфальту почти 20 метров. А знаете, почему такие краш-тесты со сбиванием пешеходов проводят редко? Манекены жалко. Каждый манекен в среднем стоит от 100 до 200 тысяч долларов. На наши деньги это 7-14 миллионов рублей. И после вот таких краш-тестов даже манекены восстановить невозможно, не то чтобы человека. А двушку в хорошем районе Москвы просто так разбивать об машину никто не хочет. Тем более всем адекватным давным-давно уже очевидно, что если сбить человека на скорости более 30 км в час, то ничего хорошего не будет. Основные травмы при наезде на пешехода – это перелом ног, таза, травмы головы и повреждения внутренних органов. И эти нагрузки Евро-НКАП замеряет ударами вот таких вот палочек и мячиков по автомобилю. И делают эти тесты на скорости 40 км в час максимум, так как выше просто нет смысла. Если человека сбивает автомобиль на скорости более 40 км в час, то каким бы мягким ни был бы капот и бампер, шансы на выживание все равно стремятся к нулю, так как злоебучую физику, нагрузки и повреждения тела человека ты никуда не денешь. Понятно? А еще не стоит забывать, что кинетическая энергия работает не только при столкновении, но и при торможении. Чем у вас больше энергии в движении, тем дольше вы будете останавливаться. Все же в детстве с ледяных горок катались? Все. И мы все в курсе, что чем горка круче, выше и с большим углом наклона, тем больше у тебя уи в процессе, и тем дальше ты на картонке или на салазках улетаешь. Мы с друзьями в детстве как-то с ледяной горки в старом холодильнике без двери прокатились. Ощущения непередаваемые. Особенно, когда мы на дорогу под машину на нем уехали. Я думаю, что водители вот чего-чего, а проезжающего поперек дороги холодильника с 4 детьми внутри точно не ожидали.
Благо, что тормозов не было только у нас в тот момент, а то вполне возможно, я бы вам тут сейчас ничего бы не рассказывал, самим бы пришлось до всего догадываться. Такие дела. Так вот, все мы с вами слышали такой термин «тормозной путь». Типа вот автомобили могут с такой-то скорости остановиться за столько-то метров, а вот с такой-то скорости вот за столько-то метров. Как мы с пацанами выяснили, холодильник с горки по льду вообще нихуя не останавливается, ни за сколько метров. А с автомобилями все понятнее. Например, если взять расчеты британского департамента транспорта, то там будут вот такие цифры. С 40 км в час среднестатистический автомобиль останавливается в среднем за 9 метров, а с 60 км в час за 21 метр. То есть фактически мы получаем 12 метров разницы, это примерно 3 корпуса обычного хэтчбека. Но проблема тут в том, что все говорят про тормозной путь, но мало кто использует понятие остановочного пути. А в реальной жизни нам именно оно и нужно. Сейчас поясню, о чем я. Тесты на длину тормозного пути делают примерно следующим образом. У вас есть прямая, стоят конусы или какие-то другие отметки, вы разгоняетесь до требуемой отметки, а потом херачите со всей дури в тормоз. И вот при таких вводных данных у вас получаются цифры тормозного пути. Но в реальной жизни, когда тебе вдруг нужно будет резко затормозить, ты же не будешь этого знать заранее. У тебя не будет никакой отметки на дороге, что вот сейчас под тебя выскочит пешеход или высунут коляску под колеса. Тебе сначала, как водителю, надо заметить опасность, охуеть от этого, вспомнить, что надо бить в тормоз, и только после этого ты нажмешь на педаль. Время реакции водителя на внезапную опасность примерно 1 секунда. Это при условии, если он не пялится в телефон. Если водитель пялится в телефон, то реагировать он, как правило, начинает на звуки мнущегося капота. Но исходим из того, что водитель сообразит за 1 секунду, и само собой, за это время он на разной скорости пройдет разное расстояние. Автомобиль-то движется, пока ты охуевоза ловишь. И вот термин остановочного пути — это как раз расстояние, которое автомобиль проедет с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. И вот тут разница куда значительнее. Если ты едешь 40 км в час, то за секунду, пока ты не нажмешь на тормоз, автомобиль проедет примерно 7 метров. Складываем это с тормозным путем и получаем 16 метров от обнаружения до полной остановки. А если ты едешь 60 км в час, то ты проедешь примерно 11 метров до того момента, пока не нажмешь на тормоз. Складываем это с тормозным путем и получаем 32 метра. Ровно в 2 раза больше, чем при остановочном пути 40 км в час. А вот в эту разницу в 16 метров между остановочными путями влезает примерно 3 пешеходных перехода. Они в ширину в среднем 5 метров на обычных улицах. Такой вот боулинг получается. И эта история с временем реакции и возрастающей по экспоненте энергии работает не только когда пешеходов размазывают по поверхностям. Эти лишние 10-20 км в час очень часто являются определяющими в том, успеете вы оттормозиться перед фурой, которая вылезла поперек перекрестка, или не успеете. Успеете вы оттормозиться перед внезапно врезавшимися соседями по потоку, или нет. В скоростном режиме важен каждый километр. И поэтому, собственно, в экспериментах стран с увеличением скоростного режима вроде бы какие-то жалкие 10 километров в час, а смертельные случаи росли на 20-30, а в некоторых местах и на 40%. Все только из-за того, что за то время, пока водитель заметит опасность, пока он начнет тормозить, пока остановится, может оказаться уже поздно. И ваш риск растет в геометрической, а не в линейной, прогрессии с каждым дополнительным километром, когда вы превышаете скоростной режим. А если взять в руки расчеты и вероятности, то становится очевидным, что 20 километров нештрафуемого порога у нас в стране — это непозволительная роскошь, за которую мы платим человеческими жизнями каждый день на наших дорогах. Это моя позиция. Скоростные лимиты и нештрафуемый порог в нашей стране нужно снижать. И чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней наших граждан удастся спасти. А если еще и посмотреть правде в глаза, то у нас превышение скорости до 40 км в час наказывается штрафом, в $4, если ты оплатил его со скидкой. И наши водители, ебать, как неоправданно рискуют каждый день просто из-за того, что нам всем фактически позволено превышать и без того высокие скоростные лимиты на 40 км в час. Притом существует абсолютно дебильная позиция формата какая разница, что у нас есть нештрафуемый порог? Какая разница? Ограничения-то ниже. Просто вот не нарушайте то, что написано на знаке, ёпта, да и все. Все едут быстрее знаков, но вы не ведитесь на эту херню, ездите по правилам. Или вот что, вот все с крыши побегут прыгать, вы тоже побежите прыгать?
Так вот, подобные аргументы или мнения нужно отправлять как можно глубже в задницу тем, кто такое озвучивает. Вот давайте посмотрим на этот график. Данные, по которым построен этот график, были собраны в Америке еще в бородатых 60-х годах. Смысл графика в следующем. Он показывает вашу вероятность попадания в ДТП в зависимости от того, насколько отличается ваша скорость от скорости потока автомобилей. По вертикальной оси у нас вероятность попасть в ДТП, по горизонтальной разница в скоростях с потоком. Как нетрудно заметить, минимальная вероятность попадания в ДТП будет в том случае, если мы едем ровно с такой же скоростью, как поток, либо буквально на пару километров в час быстрее. При этом, если мы будем ехать быстрее, либо медленнее потока, вероятность попадания в ДТП у нас стремительно начинает возрастать. Притом, с понижением скорости вероятность попадания в ДТП растет сильнее. Если взять по графику плюс 20 миль от скорости потока, то вероятность попадания в ДТП у нас будет примерно 500 случаев на 100 миллионов пройденных миль. А при скорости минус 20 миль от скорости потока уже 1000 случаев ДТП на 100 миллионов пройденных миль. В 2 раза больше! Переводя на русский язык, ехать медленнее потока опаснее, чем ехать быстрее потока. Поэтому все люди, кто говорят, что в наших реалиях нужно ехать, как велят знаки, ни хера не понимают в вопросе. Поток всегда движется с максимально возможной скоростью. Не только в России, а во всем мире. Водители в любой стране мира всегда пытаются ехать с максимально возможной скоростью. А максимально возможная скорость, как правило, это граница, откуда начинаются штрафы. Если дороги контролируют, везде стоят сотрудники или камеры, то все будут ехать на пару километров в час медленнее штрафуемой границы. А если не будет контроля, то вообще плевать, что написано на знаках. Все будут просто ехать настолько быстро, насколько позволяет машина и психика водителя. Поэтому нам, как водителям, для того, чтобы ехать максимально безопасно, нужно ехать как поток. А поток у нас едет на 20 км в час быстрее всех ограничений, так как они никак не наказываются. А вот задача государства и дорожных служб как раз состоит в том, чтобы снижать скорость потока ограничениями и жесткими штрафами за превышение, если мы хотим достичь нулевой смертности на дорогах. По-другому просто никак. Самое свежее исследование и эксперимент со скоростным лимитом совсем недавно завершился во Франции. В 2018 году в июле правительство приняло решение снизить скоростной лимит с 90 км в час до 80 км в час на части дорог общей протяженностью 400 тысяч километров и установить на этих дорогах 1000 камер наблюдения. Это, если что, не все дороги Франции. Общая протяженность дорог там примерно 1 100 000 километров. За 1 год наблюдений на непосредственно тех участках, где снизили скорость и поставили камеры, смертность упала на 10,7%. Притом, так как люди стали привыкать к новому скоростному режиму на этих участках, они и на других дорогах, где по-прежнему действовали старые ограничения, стали передвигаться медленнее, просто по привычке. И смертность на участках, где не меняли скорость, тоже снизилась на 5,3%. И это еще с учетом того, что в Франции и так с безопасностью все довольно хорошо. Эти бездушные проценты в человеческих жизнях и в случае с Францией это толпень в 300 человек, которые не разбились и не попали под колеса благодаря тому, что поток поехал чуть медленнее. Да, конечно, люди сопротивлялись, снова орали, что это их посягательство на наши свободы и права, но благодаря грамотному пиару, на который, кстати, правительство потратило 5 миллионов евро, чтобы просто людям объяснить преимущества ограничений и то, что они сделаны ради спасения их жизни, люди приняли эту новую программу. Кому интересно покопаться в этом, поищите рекламную кампанию французов «13 метров». Основной смысл в ней как раз был в том, что эти 10 километров в час сократят ваш тормозной путь на 13 метров, который в критической ситуации имеет очень большое значение. Кстати, раз уж затронул камеры наблюдения, то скажу про них еще пару слов и закончим с этим блоком. Камера наблюдения — это не инструмент кровожадного, государства, которое сделано для того, чтобы драть деньги с несчастного населения, как у нас принято думать, а тоже один из инструментов безопасности дорожного движения. При этом один из самых действенных инструментов, прошу заметить. Камеры не ставят просто так. Их всегда ставят в тех местах, в которых люди статистически чаще всего попадают в ДТП. Сносят пешеходов, теряют управление, наматываются на деревья и так далее. Если на каком-то участке дороги фиксируется аномально частая аварийность, то туда в первую очередь запихивают камеру. В нашей стране не где-то там за границей, а вот прям, у нас.
Камера наблюдения снижает аварийность на конкретном участке примерно на 30%, а смертность на этом же участке на 50%, если мы говорим про трассу. А на трассе у нас погибает больше всего людей. Поймите правильно цифру. Ты одним движением можешь снизить количество смертей на участке почти вдвое, просто воткнув камеру. Не потому, чтобы содрать с тебя несчастного 500 рублей, а чтоб ты, блядь, до дома доехал. Ваши штрафы в глобальном смысле нахер никому не вперлись. Вы государству нужны живые и здоровые. Вы так пользы больше принесете, нежели будете висеть гордые на столбах и лежать разорванные внутри своего автомобиля. Если бы можно было все деньги со штрафов поменять на количество людей, которые гибнут на дорогах, то все бы так и поступили, так как это было бы ебать выгодной сделкой. Смотрите, что я имею в виду. В 2019 году по всей стране было выписано постановлений на 106 миллиардов рублей. С точки зрения обывателя это просто... Чё нахуй? Какая цифра? Или ебать они там себе домов на Рублевке настроят на эти деньги, по-русски говоря. Но по оценкам Высшей школы экономики, а также по оценкам других организаций, кто понимает в больших цифрах и в больших системах, ущерб от ДТП для нашей экономики – это примерно 2-3% ВВП. Разброс у этого показателя существует из-за того, что у всех свои методики расчета, но суть в этом. Суть в том, что страна каждый год теряет 2-3% ВВП. Не 2-3% ВВП от Владимира Владимировича Путина, а 2-3% от внутреннего валового продукта. В чем тут смысл? Каждый погибший человек – это экономические потери для государства. Мало того, что прямые, так как в каждого из нас государство вкладывает деньги бесплатному образованию, медицины, инфраструктуры и так далее. Так еще и косвенные потери от того, что ты быстренько выпилился на дороге, и все. Толку от тебя теперь немного. А вместо того, чтобы кормить червей, ты бы мог работать, создавать продукты, платить налоги и двигать экономику. Плюс от ДТП есть еще потери не только в жизнях людей, а в том, что из-за ДТП случаются пробки, заторы и все такое, что тоже влияет на экономику в разрезе всей страны. Товары вовремя не приехали, задержалась поставка на производство, уменьшается скорость обмена товарами и так далее. Вот помните, я говорил про римлян? Я говорил, что они строили дороги для того, чтобы ускорить свои обозы, чтобы развивать экономику. Так вот, этот механизм с годами никуда не делся. И если у нас поток всего будет ехать, а не стоять из-за ДТП, то для экономики это будет очень хорошо. И вот если сложить этот ущерб из-за смертей людей и простое тут и там, мы получим 2-3% от нашего ВВП. 2-3% ВВП на 2019 год – это примерно 34 миллиарда долларов. Не рублей, а долларов. Так как ВВП за 2019 год у нас почти 1,7 триллиона баксов. 34 миллиарда долларов – это примерно 2,5 триллиона рублей. И вот у меня вопрос к тебе. Купил бы ты 2,5 триллиона рублей за какие-то жалкие 106 миллиардов рублей? Правильный ответ – ясен хуй. Поэтому да, все верно, камера – это про деньги. Но не про те деньги, которые с вас возьмут в виде штрафов, а про те деньги, которые заработает наша страна, если дороги у нас станут безопасными. Штрафы – это пыль в общем бюджете, они нахуй никому не нужны. А вот кто нужен, так это ты, дурашка. Целый, здоровый и работоспособный. Система движения со всеми ограничениями и камерами наблюдения – это не злое государство, которое не дает нам развлекаться. Это огромная математическая модель, которая построена на деньгах, да, как и все в нашем мире, но главной задачей которой являешься ты. Вся современная система дорожного движения в любой стране мира существует только ради того, чтобы ты сегодня, завтра и в любой другой день своей жизни добрался до пункта назначения не в скорой помощи или в катафалке, а на своем автомобиле. И каждое правило, скоростной лимит, лежачий полицейский или камера наблюдения не с потолка взяты. Они все высчитаны. И эти расчеты ведутся каждый день на человеческих жизнях. ДТП происходит потому, что у нас пока что есть возможность в них попасть. Пока что полностью совершенной системы дорожного движения у человечества нет. Даже Vision Zero, которому уже почти 30 лет, на секундочку, пока что не получилось реализовать ни в одной стране мира, так как такие изменения быстро не происходят. Тебе, как государству, фактически нужно переделать всю инфраструктуру, все дороги и так далее, чтобы натянуть эти принципы на свою уже существующую систему дорожного движения. Пока что у нас есть возможность вести себя и свой автомобиль небезопасным методом.
И при этом ни один здоровый человек не хочет попадать в аварию, но тем не менее в ней оказывается. И они будут происходить ровно до того момента, пока нам это будет позволять система дорожного движения и пока сами мы будем вести себя опасно, нарушая правила дорожного движения. Иногда ведь кажется, что я тут, в лесу один еду, плетусь медленно, поднажму я 20-30 километров, никто не заметит, зато дома быстрее буду. Но правила дорожного движения — это не просто какой-то свод правил, которые написаны просто так. Это техника безопасности пользования автомобилем и дорогами общего пользования. С той лишь разницей, что, как правило, техника безопасности — это штука индивидуального характера. Мол, не суй руку в производственный станок, а то без руки останешься. А вот в случае с дорогами общего пользования техника безопасности коллективная. Ты, как водитель, как пешеход или даже велосипедист, несешь ответственность и за себя, и за Сашку. И это важно помнить. Ты несешь ответственность и за своих пассажиров, и за пешеходов, если ты сидишь за рулем. Ты несешь ответственность за своего ребенка, когда ты за руку с ним переходишь дорогу. И за тех людей, в которых ты можешь врезаться на тротуаре, когда ты едешь по нему на велике, скейте, самокате или прочей херне. Всегда, находясь на дороге общего пользования, неважно в какой ты роли, ты отвечаешь и за себя, и за то, чтобы ты никому не навредил, а также сам не оказался под колесами. А единственный метод — это соблюдать технику безопасности на дорогах общего пользования, которая называется правила дорожного движения, потому что они математически высчитаны. Но тут-то я могу говорить все, что угодно так-то. Могу петь оды правилам или тем людям, кто их придумал. Могу вам показывать какие-то расчеты, на которые на самом деле всем плевать по-хорошему. Но от статистики смертности никуда не деться. Dороги в нашей стране по-настоящему опасны, это факт. За 2019 год на дорогах у нас погибло 16 981 человек, а в 2020 16 100 человек. Притом, есть еще более трагичные цифры. Смерть в ДТП – это главная причина смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет. Не болезни, а ДТП. А в категории от 15 до 49 лет смерть в ДТП занимает 4-е место в топе причин смерти. Выше только сердечно-сосудистые заболевания, рак и СПИД. Все остальные причины смерти – пожары, насилие, самоубийство, туберкулез, алкоголь, наркотики – все херня по сравнению с тем, сколько людей погибает в ДТП. И это мировая статистика, не только наша. И по-любому у довольно большой части зрителей в процессе вот этой всей главы могла пролететь такая мысль, что это все, конечно, хорошо, крашеное, что нам рассказываешь. Правила там, скоростной режим, экономика. Давай по-честному. Ты же знаешь, в какой стране ты живешь. Кто тут вообще о ком думает? Всем ж плевать с высокой колокольни. Самое главное — денег намутить, яхту купить и съебаться в Монако. Люди на дорогах умирают тысячами и будут умирать. Никуда ты с этой подводной лодки не денешься. У нас ведь только и умеют, что сидеть в кустах с радаром, взятки клянчить и строить дороги наподобие Кутузовского проспекта, где нет разделительного ограждения только для того, чтобы кортежам было удобно ездить. Да, можно так подумать. И это вполне справедливая мысль и позиция, надо заметить. Она не на пустом месте появилась, не спорю. Поэтому в конце этого материала, который по большей части был про другие страны и про то, как в других точках мира ребята что-то там придумывали, давайте поговорим про нас. Про Россию. Из всего предыдущего контекста мы с вами понимаем, что страны с проблемой автомобилизации сталкивались по-разному. Везде бум автомобилей случался в разное время, и кто столкнулся с этим раньше, тот и огребал раньше. И вроде бы у тех стран, у кого автомобильный бум случается позже, есть преимущество, так как можно пользоваться наработками соседей по нашему шарику. Но всегда, абсолютно всегда страна стартует с дикого роста смертности. Если посмотреть на карту мира, на которой указана смертность на дорогах, то по цвету стран можно заметить, что сейчас в полный рост от автомобилей огребает Азия и Африка. И пока что будут огребать. Подъем смертности – это этап, который невозможно проскочить.
от него никак не отвертеться, когда у тебя начинают появляться дороги и большое количество автомобилей на них. В нашей стране понятие личной мобильности как таковое появилось относительно недавно. Сегодня, в 2021, мы с вами живем в стране, где по дорогам катается 60 миллионов транспортных средств, из которых легковых автомобилей для личного пользования около 42-45 миллионов. В пересчете на население это примерно 300 легковых автомобилей на 1000 людей. Никогда в нашей стране не было так много автомобилей, и эта цифра, само собой, продолжает расти. Но мы с вами тут уже знаем, что смотреть на какую-то цифру саму по себе не имеет никакого смысла. Цифры нужно либо с чем-то сравнивать, либо смотреть на них в динамике. Так вот, 300 автомобилей на 1000 людей – это много или мало? С одной стороны, уже дофига. На каждого третьего жителя страны по машине. С другой стороны, если мы возьмем те же самые Штаты, про которые мы тут больше всего говорили, то у них 300 автомобилей на 1000 людей было в 1949 году. 70 лет назад. У нас, по понятным причинам, в 1949 году личных автомобилей тупо не было. И в 1960 тоже. Первый миллион автомобилей в нашей стране появился в 1970 году. А в Штатах, например, он случился в 1912 году. Для Штатов от 1 миллиона автомобилей до современности прошло 110 лет, а у нас 50. Но и от миллиона тоже считать неправильно в нашем случае. Если посмотреть вот на этот график количества автомобилей в нашей стране по годам, то можно заметить, что хоть в каком-то заметном объеме автомобили у нас в стране появились в 90-е. До этого времени, с учетом объема нашего населения, их просто тупо не было. Люди в 60-е и в 70-е по Тверской и Лубянке ходили по диагонали через всю дорогу, вообще не переживая по поводу, так как машин было 1,5 штуки на всю улицу. Ровно точно так же, как в Штатах люди свободно ходили по улицам в 1900-е и в 1910-е года. Рубль в рубль точно так же, только там это было 120 лет назад, а у нас 50 лет назад. Но случаются 90-е года, и в стране диким темпом начинают появляться тачки в пользовании обычного человека. Фактически наши с вами отцы, которым тогда было по 30, 40 или 50 лет, это чуть ли не первые люди за всю историю страны, кто смог себе позволить личный автомобиль. У наших дедов автомобилей не было. И наши отцы в детстве не смотрели на своих отцов, пока он там ковырялся в гараже со своей машиной. Это мы, мое поколение плюс-минус, первые дети в стране, кто смог гонять с батей в гараж и сидеть там до вечера, наблюдая, как он ковыряется в своем автомобиле. В моем детстве это были сначала белый Запорожец, а потом белая восьмерка. И батя по локоть в масле. И у нас на глазах, у моего поколения и у поколения моего брата, которому сейчас 40 лет будет в этом году, и у поколения наших отцов, дороги стали заполняться автомобилями, и на дорогах начали гибнуть люди. Фактически, нашему автомобильному рынку, в том виде, в котором мы его сегодня представляем, всего лишь 30 лет. До 90-х годов никто о безопасности особо не парился, так как потребности не было. Если кто-то где-то и разбивался на дорогах, то это были единичные случаи, на которые в разрезе страны никто не обращал внимания. В Советском Союзе люди на дорогах не умирали не потому, что все было так классно организовано, а просто автомобилей не было в достаточном объеме. Если открыть график смертности по годам, то мы увидим вот такую картину. Выглядит так, как будто бы у нас в 90-х все развалилось и начался ад и дестрой, с которым мы до сих пор не можем справиться. Но наложите на этот график кривую объема автомобилей у нас в стране, и все встанет на свое место. И кто бы что ни говорил, но в условиях постоянно растущего автопарка развернуть тренд с возрастания абсолютного количества смертей на снижение количества этих смертей у нас на дорогах удалось довольно быстро. И сейчас смертность снижается год от года. Притом, важно знать еще один нюанс в методике подсчета смертей. До 2009 года у нас в стране в статистику смертности попадали люди, которые умерли в момент ДТП и спустя 7 суток после. А после 2009 года стали считать всех людей, кто умирает спустя 30 суток после ДТП. То есть, если бы до 2009 года считали смерти по текущей методике, то график падал бы еще быстрее. Да, дороги по-прежнему опасны.
Да, существует много спорных, а иногда и откровенно глупых ситуаций у нас на дорогах и в управлении ими. Нам, как стране, предстоит еще очень много работы, и нас ждет сложный путь для того, чтобы сделать дороги безопасными. Для того, чтобы уронить смертность до показателей Европы, которая занимается безопасностью дорожного движения на несколько десятилетий дольше, нам нужно снижать скорость потока. Нам нужно намного строже относиться к нарушениям правил дорожного движения. Нам нужно кратно задирать штрафы за скоростной режим. Нам нужно переделывать всю систему обучения водителей. И нам нужно перестраивать инфраструктуру всех городов нашей страны. И это огромная, просто титаническая работа. Как я уже говорил пару раз в этом материале, в мире очень много больших дел совершается маленькими и незаметными людьми, про которых мы ничего не знаем. И ровно точно так же, как и в прошлом, сегодня в России сотни тысяч людей работают для того, чтобы вы гарантированно добрались до дома сегодня вечером. Это инженеры и архитекторы, которые проектируют дороги по всей нашей стране. Это осветители, которые тестируют тысячи вариантов ламп, светоотражателей, люминесцентных составов, чтобы вы вовремя заметили опасность и чтобы вы были вовремя замечены. Это дорожные работники и строители, которые делают далеко не самую легкую работу, строя дороги и делая это качественнее год от года, и над которыми ржет и плюется в их сторону вся страна в благодарность за их работу. Это сотрудники всех экстренных служб, МЧС, скорой помощи и служб дорожного реагирования, которые натурально выковыривают людей из покореженных обломков и вытаскивают людей с того света. Это аналитики Центра дорожного движения, которые разгребают огромные массивы данных каждый день, чтобы вычислить потенциально опасные участки дорог, и думают над тем, как сделать так, чтобы на этом участке аварии больше никогда не происходили, и чтобы на одном конкретно взятом участке дорожного покрытия в будущем не погиб ни один человек. И, конечно же, это все сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, перед которыми стоит единственная задача и единственная метрика – сделать дороги безопасными и свести смертность на них к абсолютному нулю. Все эти люди вместе взятые – мои герои. Потому что я автомобилист до мозга костей. И я знаю, что все эти люди работают ради меня. Все эти люди и технологии вместе взятые представляют собой систему дорожного движения, которая состоит из правил, ограничений и манипуляций поведения водителя на дороге. И лично я, как водитель, хочу играть по правилам этой системы. Я хочу, чтобы она меня ограничивала. Я хочу, чтобы она манипулировала моим поведением. Я хочу, чтобы контроля надо мной на дорогах общего пользования было больше. Я хочу, чтобы система работала. Потому что я знаю, как она устроена. И потому что я знаю, что она сделана людьми, для людей. Она сделана для того, чтобы выехавший автомобиль из точки А гарантированно доехал до точки Б. Она сделана для того, чтобы мы с вами жили в более безопасном и эффективном мире. Она сделана для того, чтобы жить, путешествовать на автомобиле, ездить к близким и друзьям в гости, ездить на работу, наслаждаться автомобилем и наслаждаться свободой перемещения, наслаждаться жизнью, наконец. А если хочешь погонять и получить впрыск адреналина, то добро пожаловать в места, где вас ждут с распростертыми объятиями. На треке специальные площадки по подготовке водителей и картодромы, которые тоже являются элементами системы безопасности дорожного движения, так как в этих местах ты, как водитель, должен и просто обязан повышать свои навыки вождения, чтобы на дороге общего пользования водить безопасно. И эта система одинакова во всех странах, и она работает одинаково. Просто где-то люди ушли чуть дальше, так как у них было больше времени на их наработки, а где-то догоняют. А с учетом того, что общее количество транспортных средств у нас в стране приближается к 60 миллионам штук, которыми в разных ролях водителя или пассажира пользуется каждый человек в нашей стране, все люди, кто работает над дорогами, которых я перечислил выше, это герои всей страны. И ваши личные герои. Герои, о которых вы не знаете и не замечаете, потому что вроде бы дороги, правила и система безопасности были всегда будто бы как само собой разумеющееся. Но это не само собой разумеющееся. Это труд огромного количества людей, которым я лично, просто по-человечески, хочу сказать спасибо. Спасибо вам за то, что вы делаете этот мир безопаснее. А для тебя
мой дорогой зритель, я хочу сказать следующее. Учиться вождению и пониманию автомобиля, водить по правилам и безопасно – это выбор. Это выбор человека, который понимает и принимает ответственность за свою жизнь, за жизнь пассажиров и других участников движения. Это выбор настоящего водителя. Это мой выбор. И я приглашаю вас в мой мир, в котором правила дорожного движения и дороги общего пользования созданы не для того, чтобы выяснять на них отношения и мериться величиной своего эго, а для того, чтобы каждый человек смог безопасно добраться до своего пункта назначения. А также я приглашаю вас в места, где вы действительно сможете понять свой автомобиль и научиться управлять им безопасно. Единственное, что от меня требуется как от водителя, это играть по правилам и оттачивать свои навыки вождения не на дорогах общего пользования и парковках, а в местах, которые специально для этого созданы. И таких мест будет становиться все больше и больше, если мы все, как водители, будем регулярно их посещать, так как спрос рождает предложение. Мы, как водители, должны ездить на трек-дни, должны ездить на курсы экстремального и контраварийного вождения и гонять на картинге, чтобы понимать, как правильно управлять автомобилем и точить в себе свои навыки. А также, возможно, вам может казаться, что этому серому миру, этим хмурым гаишникам и огромным конструкциям из металла и асфальта плевать на вас, как на незначительный винтик большой системы. Но это не так. Им не плевать на вас и на вашу безопасность. Да, штрафы и ограничения, например, могут выглядеть, как будто бы нас бьют палкой и что-то запрещают просто потому что и посягают на нашу святую свободу. Но это ровно такое же действие, как родитель может резко дернуть своего ребенка, когда он потянулся к горячей сковородке, или запретить ему делать что-то, что может угрожать его безопасности. Это не про наказание, это про заботу, защиту и про любовь. Любовь большой системы к каждому человеку, потому что она создана для безопасности каждого отдельно взятого человека. И напоследок, я очень сильно люблю жизнь во всех ее проявлениях. Поэтому я работаю сутки напролет, так как очень люблю свое дело и хочу успеть познать его во всех нюансах и оттенках. Поэтому я путешествую при первой же возможности, чтобы успеть увидеть как можно больше на этой планете. Поэтому я занимаюсь серфингом, так как я нигде себя не чувствую более живым, чем на волне в океане. Поэтому я всегда рад новым людям и знакомствам, так как через других людей я узнаю, как можно жить по-другому. И какая же жизнь бывает разная. Поэтому я очень дорожу своими друзьями и своей командой, так как мы живем эту жизнь вместе и делимся всем, что происходит друг у друга. Я очень рад тому, что я жив. Пока что. Когда-нибудь это все закончится. И я умру. И когда-нибудь умрут все люди, которых я когда-либо видел и знал, и все, кто мне дорог в этой жизни. Изменить это не в моих силах. И не в ваших, к сожалению. Но что в наших силах, так это сделать все, чтобы наша жизнь закончилась как можно позже. И не делать безмозглых вещей, которые могут оборвать в один миг это увлекательное путешествие, которое называется жизнь. Пристегиваться, соблюдать скоростной режим и водить осознанно – это законы, но не государственные, не административные или политические. А это законы здравого смысла, законы любви к этой жизни, любви к самому себе и любви к своим близким. Люби себя, води по правилам и всегда пристегивайся, даже на заднем.